1, 2. Вау, Арсенчик, здравствуй, Катенька, здравствуй, Катюш, давненько тебя не видел. Какому каналу 7 лет? Моему каналу 7 лет, да, сегодня. Никита, здравствуй, привет, Мишаня, привет, Никитос, приветос. 7 лет, прикинь, офигеть. Как на работе, дядь Миш? Нормально, жарко, но нормально. Поздравляю с 7-летием. Спасибо, Сереж. Вот этому? Нет, вон тому, Кать. Вон в окне там канал ходит. Конечно, моему каналу, ну. Привет, пап. Привет. Гелечка, это ты, либо Колечка, я не знаю. Кто-то из них. Представляешь, Катюш? Если бы я раньше занимался бы вот этим, то сейчас бы... Геля, привет, моя принцесса, привет. Принцесса моя. Сейчас я напишу в ВК. Так вы же недавно стали им заниматься. Ну да, но каналу-то 7 лет. Правильно? Правильно. Господи. А что это такое, я не понял. Так, так, так. Угу. Ну тогда я напишу тоже. Опачки. А, в окне. Как недавно, уже 7 лет. Но я недавно начал заниматься им, Сереж, мне же в Зелке подсказали. Иди, говорит, на YouTube попробуй там пой. И затянула эта фигня вообще прям наглухо. Да, кстати, если Эд не зайдет, он мне сегодня звонил по WhatsApp, он мне, да, хочет перекинуть компьютер. Я ему адрес свой написал. Вот. А, понял, Сереж, понял. Сереж, ну подожди, стой. Сейчас ребят соберутся. Погоди немножко. Попозже. Да помни я, что ты мне в WhatsApp писал. Попозже, да, попозже. Споем, конечно. Естественно. Екатерина, как у вас дела? Можете камеру в окно показать? Зачем? Как погода? Жарище. Просто 38 сегодня было. О, невозможно. Вот. Просто невозможно. Ужас. Кошмар просто. В Москве 30. Ну да. Кошмар какой-то вообще, я не знаю, что творится. Дурдом просто. Ну, нереально вообще. Такая духота. Просто увидеть можете, пожалуйста, не видел разницы. Да чё там то же самое, как и кругом, Арсен? Ты чё? Небо голубое, дороги, трава, воздух. Все то же самое. Арсен, салам. Кстати, я сегодня спел Сью Лисавичу, и завтра я видео вне очереди скину. Тут не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть. Вот. Завтра я скину с Юленькой. Князева Оксаночка, жизнь во всей красе. Привет, Оксана. Привет, Михаил. Привет, чат. Зашла поздороваться. Здравствуйте, Оксаночка. Я рад, что вы зашли ко мне. Да, я очень рад. Я всем рад.
Так, Наталья Максимовна, привет. Я запомнил, запомнил. Грейв Чил. А что означает твой ник? Че это Грейв Чил? Ты даже чилишь, что ли, что? С кем? С Юлей Савичевой, Сереж, я спел. И знаешь такую Юлию Савичеву? Не смотри ты по сторонам. Я больше недели назад, Наташа, постригся. Ну вот. А если что. Так, ну, на заметку, да. Это вот просто вот тебя нет. Видишь как. Катя, видать, забежала и все, и убежала. Это печально. И только зашла. Папа, что Владик и бабушка делает? Бабушка отдыхает, смотрит телевизор, Владик смотрит доту. В чемпионат мира по доте. Вот. Да. У нас просто ночь уже, я хочу увидеть свет, напротив, повернуть хотя бы можно. У нас темнота сейчас. Арсен, я сейчас, у меня настроена вебка, я сейчас начну ее вертеть, потом, блин, потом я замучаюсь ее назад восстанавливать, понимаешь? Вот. Ах ты, паучки какие-то ползают. Откуда они взялись вообще, я не знаю. Хм. Может, споем? Сейчас споем, что? Подожди. Ах ты с... Мухи летают, пауки ползают. Что вообще происходит? На улице жара. Я не знаю. Кошмар. Дома душняк, на улице душняк вообще. Это невозможно, Сереж. Мухи уже адаптировались. Да, да, да. Охреневшие мухи, короче. Ходят такие, обалдевшие. Летают. Я дома богомола поймал белого большого. Ага. Не, ну а что, бывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чай еще пьют с бокала. Да ты что ж такое-то? Сейчас, ребята, я прям, ну я не буду это самое. Богомол трогать не. Сейчас, подождите, стойте. Ух ты. Это что это такое, вообще не понял? Ну нормально, что. Вот. Они опасны, по-моему, яд у них есть. У богомолов, что ли? Я не знаю. Есть у них яд, нет. А что это было вообще? Опять что ли этот Steam вышел? Нет.
Рано я, наверное, начал трансляцию. Никого нет. Почему я один остался? Вообще нормально. Да уж. Не знаю. Да час посижу, да и хорошо. Ну чё, никого нет? Ну? Чё это такое? Добрый вечер, Миш. Иржан, здорово тебе, здорово, Иржан. Уже трое. Пока народу нет, покажите окно. Фу. Мурку можно. Не знаю, у вас прикол. Прикол, что ли, такой, Мурку можно. Вы что, реально, Иржан, тебе Мурку спеть? Ты серьезно? Что вечер какой-то сегодня, походу, не удастся. Да. Спойте. Ну да, может еще вам что-нибудь спеть такого беспонтового, типа Мурки. Все, что происходит вообще? Я не могу пока понять. Я в шоке. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то ужас. Владик 25-го, Гель. 25-го я поеду его отправлять. В воскресенье, то бишь. Да. Есть юбилей канала, можно что угодно спеть. Иржан, что угодно я буду петь, знаешь, когда у меня будет компьютер. Вот. Потому что я слов не знаю, Мурки это, и как ее играть на гитаре, я понятия не имею. Вот. Да что ты? Подожди, под мельницу успеем. Она тяжелая песня для меня. Ну, в смысле, я ее пою, но очень тяжело ее петь. Надо распеться потихонечку, а потом уже можно и мельницу спеть. Да. Ну чё, где народ? Вообще ничего не пойму, вообще, что происходит. Тогда что-нибудь понтовое. Понтовое? До журавлей можно спеть. Все тетрадки уже разлетелись в пух и прах. Это печально. Это ничего. Вот это вот. Да. Улетали журавли
я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Ты ушла и больше нет тебя, поселил в доме пустота. Одиноко догорала на столе свеча. Я желаю, чтобы, как всегда, ты смотрела нежно на меня, и журавли вернулись, чтобы поскорее сюда. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Да. Привет, Михаил, классный стрим, классно поешь, как дела и настроение, приветик. Баграт, здравствуй. Меня зовут Баграт, у меня есть музыкальный канал, красные музыкальные клипы. Подписывайтесь на мой канал. Понятно. Ну, в любом случае, спасибо, что зашел, Баграт. Спасибо огромное. Браво, маэстро, браво. Да ладно, Ержан, че это, браво. Реклам. Что за реклама? Я не понял. О чем ты вообще? Браво, 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 маэстро, браво. Да, уж. О, Антошка, здравствуй, дорогой. Здорово, Антоха. Здорово. О, Тёма. Тёма пришел. Тёма, здравствуй. Видишь, никого. Как? Я вообще понятия не имею. Я рекламу сделал для моего канала, чтобы все, кто не подписан, подписались. Такой простой, как ситцевые трусы. Ну да ладно. А почему ты капсишь, Артём? Ты кнопочку капса нажми, чтобы мелкими буквами. Я, слава богу, что мне тут этот капс, антикапс не стоял. Да, у тебя постоянно бы блокировали. У некоторых же стоит. Тихо. У некоторых же стоит, против капса. Вот. Начинаешь писать большими буквами, тебе сначала рот нет, тебе постоянно закрывает рот на 5 минут. Рано еще. Это точно. Да вот тоже, я думаю, что-то я прям рановато. Что за тогда начнем, да, с тобой с утра, Тёма? На маленькую сварим, дуги, приварим. Я буду это самое, длинную сторону варить. Не переживай, хорошо поешь.
Да я не переживаю, просто никого нет. Чё мне переживать? Я не переживаю, Баграт. Как поют, как получается, так получается. Есть лучше поют, есть хуже поют. Да. Главное, пою и не стесняюсь того, как я умею петь. Правильно? Правильно. Чё это? Что-то вообще YouTube мутит, баламутит. Понял. Не капслю, мне так нравится. Только 5 человек тут. 6. 6 человек. Ну, в принципе, да, когда я с телефона сидел, сам себе пел песни. Это вообще фантастика была. Никого вообще нет. Вот сейчас идет стрим, никого нет. Вообще. Да ладно, нормально все, что. На улице, блин. На улице прям духота, короче. Духота. Да я тут, вы чё? Да я понял, Сереж, что ты тут. Костанай тоже душно. Да, да, кругом сейчас духота. В Москве тоже. Душняк вообще ужасный. Костанай, Шымкент. Серега, ты опять работаешь? Да он постоянно работает, Артем. Не. Ну как дела, как у вас погода? У нас жарище, духотище. Я, если что, тут просто руки заняты писать. Плов готовлю. Ох, плов, блин. Все, я сейчас петь не смогу, Оксаночка, потому что у меня будут слюни течь. Жизнь наша такая, Мишка, как не работает. Как не работать? Ну да. Вот именно. Да что-то я рано, походу, стрим начал, я не знаю. Мы же не за границей. Да, Сереж, кругом. Кругом работают. И за границей работают. Ну, что ты думаешь, что мне работают, что ли? Хочешь хорошо жить, работай. Смотри опять где. Можно работать и плохо жить. А можно и не работать, а хорошо жить. Прикинь? Люди еще не пришли с работы. Не знаю, что. 7:30 у меня. Да, в Москве 6:30. Да, Артем, вещь. Конечно, вещь. Плов это. У меня 21-26. О, нифига себе. Ты, короче, с будущего, да, Ержан?
А мы все с прошлого. Не, ну а что, бывает, бывает. Так что завтра я скину, короче, видюшку, где я с Юлей Савичевой успел. Вот. Да. Часовые пояса разные. Ну, конечно, разные. Естественно. Ладно, пошел на рынок, скоро буду, а вы пока не жалейте, подписывайтесь на мой канал, классный музыкальный канал, классные клипы. Это было вчера. Оксаночка, а я не знаю эту песню. Мне кажется, ты вчера или кто-то ее заказывал. Вот. Увы и ах. То, что я же пою под гитару. Вот. Пока что под гитару. Дай бог все переменится, появится мощный, появится другой компьютер, тогда уже можно будет петь уже не только под гитару, но и под минус. Одуванчики, Сереж, одуванчики. Ну давай споем, да пойду я подымлю. Что-то прям... Походу сегодня стрим будет короткосрочный. Да, как у нас дожди. Вообще которых нет. В детстве мы все были разные, были вопросы странные. Мама, как называется то, что летит в облаках? Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Женщина улыбается, это, сынок, десантники. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Женщина улыбается, это, сынок, десантники. Время прошло, повзрослел мальчуган, мать в слезах, бесшумный пирог. Девчонка прижалась к его губам, в армию уезжает он. Да вы не волнуйтесь, милые, время пройдет, и я вернусь домой. Я только хочу попробовать, как одуванчик летит над землей. Да вы не волнуйтесь, милые, время пройдет, и я вернусь домой. Я только хочу попробовать, как одуванчик летит над землей. Мужчиной стал он в армии, взгляд смелые, руки сильные.
он открыть не смог. Упал парашют, укутался. Время прошло, а девчонка-то ведет малыша по улице. Мальчишка поднял свои глаза, видя, как тучи хмурятся. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Девушка вдруг заплакала, это сынок десантники. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Девушка вдруг, да что девушка вдруг заплакала. Это сынок десантники. Что-то запутался. Я не люблю эту песню вообще, я не знаю почему. Не люблю этих десантников, потому что у них вариаций очень много. У этих десантников очень много перепевок. И вот когда я в Зелке пел, там постоянно споешь эту песню, какой-нибудь контрацептив найдется, выходит, говорит, неправильно ты ее поешь, и все. Вот. Стюша, привет, Настенька, привет тебе. Да. Видел ты там, с Анжеликой спела песенку. Да. Надо зайти. По сайту лайк. И опять мою выкинула, ну мы с тобой где. А вот. Не ожидал, Сереж, что я... Ой, Сереж. Да, все. Не ожидал, Тём, что я начну так рано. Да я что-то сам. Да все уже, что уже. 19:32. Так, короче, я включаю песню, пойду покурю, подымлю. Да. Ну а что теперь? Выключать стрим, ждать полчаса, что ли? И опять выходить, это несерьезно. Так что я посижу часок и все. Хватит. Так, источник медиа. Свойства. Что у нас тут? Мистер Крета, березы. Давайте березы включим. Отчего так красивы березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, и опять без ответа. Ага, листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стой. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят, а последняя, западает. А на сердце опять горячо, и опять без ответа.
А листочек с березки упал на плечо, как я оторвался от ветра. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, как я оторвался от ветра. Ой, не тот смайлик. Что-то Тёма, что ли, написал тебе серого, что-то рядом посади, что-то. Вот, не знаю, что. Отдыхаю, пью чай, Сережа у нас чай пьет, во как. Обалдеть. Ой, блин. С заварными пирожными. Не, я бы лучше мясо поел. Сладкое не люблю. Ну как? Ну не так, что прям обжираться сладким. Приятного, Михаил. Да и так у меня дежурный бокал, Сереж, чая, ну ты же знаешь. Да что ты, улетает сюда, да? Мясо и я бы поел. Ну да. Да не про тебя. С другом бы поделимся. Подедился. Ну ты подедись, да, Сереж, подедись с кем-нибудь. О, наконец-то, написал. Нормально, как оно должно быть. Да ты не торопись, пиши. Смотри, никого нет. Чё ты? Не торопись. Пиши размеренно, спокойно. Ну. Не могу, люблю быстро писать. Вон оно как. Я и быстро могу правильно писать. Я вижу, да. Серый. Писать. В смысле писать? Настюш, в нормальном смысле, да, писать. Серег, ты что, юмора не понял, что ли? Если ударение поменять, совсем другой смысл получится. Чё ты, это не я. Настюша, а ты когда стрим замутишь? Подожди, ли у тебя был стрим? Я прям с удовольствием зашел. Да. Да что ж ты летаешь-то? А? Я ж тебе сейчас крылья оторву. Ну. Лети, лети, пока лапа целая, иди. Настя только поняла. Да нормально, что? Не, ну а что, бывает, бывает. Миша, я поздравляю тебя с 7-летием канала. Спасибо. А толк, Настя? 7 лет, да, 7 лет. Толков никаких. Пока лапы целые. Ну да, пока лапы целые, крылья там, не знаю. Привет, Настя. Ой, Иржан. Кажется, Иржан тут, либо, я не знаю, выходил, зашел опять.
Ой. Настя, когда ты стрим замутишь? Стрим замучу. Я людей искал, чтобы сюда провести. Да я не знаю, я в группе Ржан. Ты есть ВКонтакте в группе, где Голубка там, Сара? Я написал там, ну они на каком-то стриме сидят, у Сережи какого-то там. Так что. Ну ничего, пусть сидят, я же никого не принуждаю, чтобы тут сидели. Я пока тренируюсь, Настя пишет, да? Антоха, Сергей по... Меня нет в понятно. Стрим у меня был пробный на 5 минут. Блин, а чё ж я пропустил? Ёлка, баба, а чё ж я пропустил? Ты ж первый у меня там был. О, Ванька, здравствуй. Привет всем, поздравляю тебя, Михаил. Спасибо, Вань, спасибо. Спасибо огромное. Как ты пропустил? Ты был там первый. Я у тебя первый. Так, ладно, тихо. Я понял. Ладно, что, я пошел, всех обнял, поставил. Давай, давай, Сереж. Че, беги, раз такое дело, беги. Ты же, говорит, первый у меня там... Эх, одиночество играет, даже в мыслях одиночество, короче, играет свою роль. Да ладно, все шутки, ну. Сергей, не переживай, меня так само бывает. Жан, говоришь, нет тебя в ВК. А где ж ты есть? Юсуф. Шел. Привет всем. Здорово, Юсуф. Может, Юсуф или Юсуф. Здравствуй, здравствуй. Анастасия, как дела? Юсуф, приветик. Я с вами, друзья. Я рад, что ты с нами. Это хорошо. Да. Баграт, спасибо. Хорошо. Хорошо. Так, Миша, ну так что ты там забыл? Ну что это было? Настя, у меня, знаешь, память вообще что-то. А что у меня работа? И стримы вот эти, тут все перемешалось вообще. У меня в воскресенье я сам себе выходной сделал. Так я целый день спал, ты понимаешь? Потому что на улице работаем, как бы, жарище. Устаем страшно просто. Не упомнишь. Ну, я так я же знаю, что ты врать не будешь, значит, да. Значит, был у тебя стрим. Да ты чё в натуре вообще? Это сегодня было ночью, ты чё, очнись? Головой об стену
Ударься. У меня еще видео сохранилось. Название «Пробный случайный стрим». Я верю тебе, Настенька, я верю. Ну, правда, я... А мне только вот стоит вспомнить, это вот этот стрим, и все, я сразу, да, я вспомнил, я там вот это писал, и там мне это отвечало. Вот. Стасия, нет, какой клип хотите, чтобы я сделал, у меня нету мыслей, помогите, как можете. Да она клипы сама делает, Баграт. Мы поем в одной программе, замечательно. Кстати, знаешь, что, Настюш? Я спел сегодня с Юлией Савичевой. Там, когда заходишь, ну, на главную страницу, там наверху, да, вот эти всякие популярные певцы. И вот ищи, жди, пока Юля появится. Вот этот «Не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть». Я спел, и вне очереди. Я завтра ее прям скину сюда, на YouTube. Да, вот. Прикинь. Так что ты спой, вообще будет шикарно. Да. Она одна из тех песен, которую я тяну, вот именно Юлиных песен. Она одна такая. Ну, не одна, одна из. Вот. Да, я видел. Ну, молодец, Баграт. Так что вот так вот. Я с Темниковой... Да. Наверное. Не родился красивый. Эта песня. Как она называется-то, Настя? Ну-ка подскажи. Ой, не смотри ты проходит. Как она называется, песня-то, вот эта Юлина? Проходят дни, пролетают года, высыхают океан. Проходят дни, пролетают года, высыхают. Не, даже я не подберу. Не смотри. Привет, Олесь. Олесь, это же ты теперь. Не смотри ты под... Ну да, короче, вот. Вот. Да, я. Привет. Короче, Владика я повезу в воскресенье. Да. Ну спой что-нибудь, а то скучно. Ну спи. Ладно, я не буду читать. Где песня Лягу? Ой. Давай только вот ты, пожалуйста. Кто, но вот ты. Ты будешь тоже. Ну когда мне слушать? Ну когда мне эту лягушку слушать? Ну. Днем работаю, я не знаю, у нас сегодня вообще 38 был. 38. О, Настенька, с праздником твоего канала тебе. Во! Зашел человек сразу сходу. Та-да-да-дам, пам-пам. Привет, Настюш. Еще одна Настя, да. Спасибо, Настя, спасибо огромное. Ну, толков, конечно, нет. На мой день рождения буду ждать. Слушай, ты в Саратов приедешь? Нет, Олесь? Либо мне его сажать прям на автобус. Может, ты приедешь, а? Потому что... Ну-ка, что напишешь сейчас? Подождем. Спасибо, Настя, за поздравление, да, спасибо. Да, толку нет ни хера. 7 лет. Знал бы я, что
Можно было бы, я бы сейчас не знаю, сколько у меня. Было под 500, очень много, наверное. Нет, я сейчас работаю. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Давай, короче, знаешь, мы когда с тобой созвонимся? Давай мы с тобой созвонимся в пятницу вечером, я тебе сам позвоню. Мы с тобой все обговорим. Потому что в воскресенье утром я, наверное, с Сашкой Малафеевым и поедем часа в 4. Я тут, простите, лагает интернет. Ничего страшного, Арсенчик, ничего страшного. Где там твои друзья? Обещанные, ну. Баграт, у тебя хорошее видео, красивое, но тут нужно вдохновение, я тоже не знаю, какое видео тебе замутить. О, как, нифига себе. Я через 10 минут зайду, можно? Конечно, можно, Арсенчик. Даже нужно, ты что? Я ж никому не говорю, так, пошел вон отсюда. Нет, я всем рад. Абсолютно всем, адекватным людям, хорошим. Я всегда всем рад. Да. Ничего, подумай, не переживай. Настя, не переживай, он подумает. Баграт подумает. Да. А где Настя, злая мандаринка? Зашла и все, и ушла. Печально. О, тут ты, а? Чё, как у тебя там голова, там, чё? Нормально все? Хорошо? Настюш, не болеешь, надеюсь? Ну окей. Ну окей, окей, да. Настен, привет. От Саши привет. Сынок. Привет тебе огромный. Олеся, наверное, тоже доту сейчас там смотрит. Владик вообще, он ложится вечером. Я говорю, ты чё? Потому что в 5 утра будет дота. Все, в 5 он встает по будильнику и все, и смотрит. Боже мой, как посмотрел. Такую хрень на высшем уровне показывают. Это ужас. Короче, старые мы уже не понимаем молодежь. Я не понимаю этого. Давление так и хера. Что ж такое, Настя? Ну надо, господи, в магазин, хотел сказать. В больницу иди, ты чё? Нет у него тренировки, режим. Вообще, красавчик. Сынок, молодец. Блин, молодец, молодец. Прям, блин, я рад. Я рад. Тренировки, режим. Вот это ничего себе. Серега, здорово тебе. Здорово, Миша, поздравляю с 7-летием канала. Спасибо, Сереж, спасибо. Ладно, с праздником, удачи вам в стрим. Я пошел шапку делать на канал. Давай, Антоха. Спасибо, что забежал. Забегайте в любом случае. Да нормально, переживу, само пройдет, мне болеть некогда. Знаешь, это о чем Настюш говорит, давление? Что, наверное, пора тебе уже стать... Ну там, детишки, пеленки, распашонки. Это организм уже требует, я тебе серьезно говорю, без шуток. Да нормально, говорит, переживу. Пережал. Ты в смысле переживу? Это что тебе? Там, голова заболела, таблеточку выпила и все, она тебе сколько уже болит, давление, сколько херачит уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне болеть некогда. Вот так вот мы себя и гробим, Настя. Это пенсия подкралась, не знаю. Да какая пенсия? Тебе сколько там, 29 лет? Мне 37. Какая пенсия? О чем ты говоришь? Это как в Зелке, да, там, мне 25, я такая старая. Мне 37, я чё, труп? Ну, 31, все равно. Сопля зеленая по сравнению со мной. Давай, короче, что там, Паша? Я Паша номер найду, ты мне, я сам ему позвоню, скажу, что это такое, Павел, ты что? Вы что там, затягиваете? С каждым годом будет все тяжелее и тяжелее рожать. Олесь, правильно я говорю, Олесь? Нет, Олесь ушла, наверное, уже все. Боже мой, Верочка. Привет тебе. Да, во, моя бывшая жена врать не станет. Да.
Так что, ну что, 31 год. Надо, пора уже. Что это такое? Ну. Ты, может, детей не хочешь? А? Как сегодня по телевизору показывали этого отца. Кошмар. Ужас просто. Где там? В Саранске. Это, я не знаю, что этими людьми руководить такими. Да, короче, не надо мне начинать. А дети, тема детей мне вообще начинает трясти. Вот. Ой, привет вам. Мишенька, давай мою. Чтобы рожать детей, надо сначала что-то заработать, квартиру хотя бы. Ой, боже мой. Знаешь, что я на это тебе скажу? Вот вы пока будете все зарабатывать, вот это все, квартиру, потом, слушай, а давай на машину еще заработаем, и все. Да. Потом, не, вот давай, короче, карьерный рост устроим. Потом ты так оглянешься назад, а тебе уж 40 лет, и тебе рожать нельзя будет, и все. Что за... Вон у Олеси спроси, у нас все спонтанно получилось. Да, мы разбежались, у нас получилось тогда. Никогда мы не планировали детей. Что получилось, что получилось. Но планировать детей, это, я не знаю. Хотя это мое мнение. Сарочка, привет тебе. Десерт, здорово. Как дела, Миш? Нормально. Нормально. Баграт, напиши, прилипайте на мой канал. YouTube за это отписывает людей. Я не знаю уже, Вер, что сейчас YouTube делает. Я уже все. У меня по 1500 минут каждый день. Как с куста. Я уже, короче, все. У нас не было с Мишей ничего. А сейчас нашему сыну 19 лет будет. Олеся, вот была бы ты рядом, я бы тебя прям бы вот... А, не то. Поцеловал бы, да, я имею в виду. Планировать, ну правда, вот, да. Мы с Олесей, да, вот как бы там не говорили кто-то, мы все с ней прошли. Но так получилось, Настю, что мы разбежались. Вот. Это уже дело другое. У нас, да, нам тяжело было. Но зато мы были счастливы, что у нас есть детишки. А всего не заработаешь, понимаешь? Вот вы там раз, у вас там появится квартира, захочется еще чего-то. А года-то бегут. Олеся, срочно садитесь. Нет, это уже нет. Потому что я не могу дать ей того, что ей дает ее вот нынешний муж. Не могу я дать этого. Ну, это тут даже спорить об этом бесполезно. Вот. Как бы вот так. Так что, Настюш, если ты тут еще... Да мы с тобой сколько в Зелке на эту тему разговаривали. Я не знаю, может, я не прав. Мне кажется, я прав. Планировать детей, это как-то... Как он в казахстанских семьях, да, в Казахстане? По 7, по 10 детей. Да? Вот кто с Казахстана же есть, ребята. Сейчас, Верочка, сейчас споем обязательно. Просто такая тема, вот я не знаю. Мне вот это вот прям планирует... Что такое, почему вы меня так не любите? Почему вы меня так не... Что такое, почему вы меня так... Кто тебя не любит? Ты чё? Баграт, все нормально, ты что? Просто тема животрепещущая. Потому что что, дети, это цветы нашей жизни. Это смысл нашей жизни, нашего существования на этой земле. Да? Правильно? Правильно. Потому что какой еще смысл? Мы все равно все умрем. Вот. Так что надо не терять ни минуты своего драгоценного времени. Ну. Надо записать, короче, эти слова. Прям... Ладно. Пусть каждый свое останется при своем. Да нормально все будет. Настюш, да я не сомневаюсь. Но тебе уже 31. Вот Олеся стала матерью первый раз в 20 лет. В 20 лет.
Это сейчас дико звучит, сейчас, не знаю. Баграт, надо писать, прилипайте, не тронь твоих новых подписчиков. Верину песню, что я? Ну, просто тему вот эту вот, я не знаю. Почему-то она меня прям, блин. Я не знаю, может кто-то сейчас сидит там, смеется. Ой, ты какой умник. Не знаю, я просто выражаю свое мнение. Это мое мнение, что планировать детей, это, блин, как-то... Квартиру. Мы же люди такие. Нам все мало, правильно? Нам мало. Мы достигли своей цели. Появляется новое. Так. Карьерный рост, там, туды-суды. Вот еще что-то. А потом так назад посмотришь, а тебе уже, там, я не знаю, 40. Какие уже дети, все. Женька, здорово, Лиз, здравствуй, Женя, Лиз, здравствуй, Олежек, здравствуй, Олежек. Ой, привет, ребятки, привет. Спасибо, что забежали. Да. Тарам-парам-парам-парарам. Всем привет, Мишань, рад видеть. Да, Евгений, ты прям вот нечастый гость у меня, так что я рад тебя больше видеть, чем ты меня, походу. Как на такую дату не зайти?
Спасибо. Ну, видишь, 7 лет, а толку нет. Чё, 760 этих самых... Ох, тихо-тихо, сейчас потухнет. Блин, до сих пор я с телефона, представляешь? До сих пор. У меня даже модема нет. Модема нету. Фантастика. Ростелекомовский роутер стоит, а толку-то от него вообще ОБС не тянет. Так. Так что приходится телефончик включать, режим модема и вперед. Открыто. Сейчас, секунду. Так что вот так. Друг пришел, друг, да. Я мясо нажарил. Эх, ну не трави душу, Вера. Олежка, говори про меня почаще на видео. Сейчас, ребят, пообщайтесь. Сейчас. А, кстати, я пойду покурю, точно. Час же уже прошел. Сейчас, ребят, я вам что-нибудь поставлю и пойду домой. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелет языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки.
все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мельница, как мука на мельнице, будем мы с тобою жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Так, я снова с вами, ребятки. Снова просто друг, вот давно его не было. Ну вот. М? Работаю там. А, ну это... Так, девки за мной прибежали, Верочка. Ну, я рад, что кто-то прибежал, а то, блин, вообще. А Женька Лис, что тут? Да, это, наверное, тоже любимая его песенка. Наизусть, говорит, знаю ее, да, Женек? Хотя кто тут? Полли видел, еще кто-то там был. Я же не у себя на странице сижу, я через ОБС сижу, потому что если у себя на странице сейчас зайду, и все, у меня все потухнет, короче, весь стрим потухнет просто. Вот. Девки за мной прибежали. А, подожди, там кто-то резал, их 42 штуки, да, я сварил. Да? Даже приходил за тобой. На следующее утро. Звонил, потом пришел и... А ты, короче, занят. Вот. Ну что, девки прибежали, все убежали, Верочка, походу, да? Печально, печально. Эх. Давай. Часа через 2 приходи. Да я через 2 дня. Спать будешь. Да и какой хуй? Блять, Ты что сейчас у этого? Или где? нигде надо. А, что-то все, короче, ребята. Да, Вера, что-то... А, они прибежали, наверное, за тобой и, короче... Давай, Юрок, забегай. Ты что вешал? М? Ты вешал? Сосед вешал. Что происходит вообще? Ни одного комментария. Я к Алексею Холодному, я там тоже модер, я его 100 лет не видел, мне поэт Ланфре Ланфра. Пожалуйста, что, беги, беги. Беги, Верочка. Ладно, что я могу, как я тебя могу остановить? Беги. Будет 1000 комментариев, поверь мне, и плюсов. Каких комментариев, плюсов? Где? Не понял. Мне день выходной. Я ничего не понял. Комментариев. Это когда он тебе споет Ланфре Ланфра, что ли, или что? 1000 комментариев.
У тебя вот увидишь. Когда? Вообще что? Да вообще это. Я про тебя. Посмотрим, что. Дай бог. Сегодня? Откуда ты что? Смеешься, что ли? Какие 1000 комментариев? Это ты что? Никого нет вообще, все разбежались. Сейчас еще посижу, минут 15 выйду. Ну, Артем мне сказал, что я рано начал стрим. Я не знаю, хотел пораньше. Получилось, наверное, надо было бы попозже. Наоборот, запускать. Тысяча комментариев, поверь мне, плюс. Откуда? Ты чё, Вер? Все свои приходят. Ребят приходят просто даже занятые. Приходят, ставят. Шушукают тебе 30 людей, так не уходи, я вернусь. Саш, спасибо, Саш, спасибо. Привет тебе огромное. Я что-то начал сегодня стрим раньше. Я не знаю, зачем я это сделал. Считай, вот сейчас вот он должен у меня только начаться. Как 15 минут. Ну да, правильно мне Артем сказал, вы уже привыкли, что я начинаю в 8 часов. Настенька, привет тебе, привет, Настюш. Полли тоже привет, Улей, да. Танюшка. Верочка, иди, тебя зовут, иди, я понял, девчонки за тобой прибежали, прилетели, да. О, Настя, демон. Миша, привет. Привет, Настюш, привет. Вера в другое место идет. Я знаю, Танюш. Да пусть идет, что, я не против. Главное, вы забегаете же и у меня отмечаетесь. Не к нам. В жопу я к Алешеньке. Так что, Санька, что-то я прям сам смудрил. Иди, все, что. Не понимаю. Кто о чем, короче. Спой песенку. С какой, Настя? Какую спеть песенку? Скажи мне, я спою. Сучки две. Какую песню, Настя? Группа Крови? Да не вопрос, ну. Сейчас споем. Ты думаешь, я не спою? Я ошибаешься, я спою. Блин, ну конечно, картина. Молодежь, наверное, не поймет, скажет, ты зачем эта картина, когда есть офигенный телефон с офигенной камерой, там 200 мегапикселей. Нет, картина это картина, да. Отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа Крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве.
есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Да, норм. Спасибо, Саша, спасибо. Настюша, говоришь, повесила ее уже. Да, ну там красота. Ну что там говорить? Ну блин, вообще офигеть. Всегда завидовал художникам и тем людям, которые сочиняют песни. Ну, вот я вот одну за свою жизнь сочинил песню, вот эту самую мельницу. Все. Есть там еще песни, но они индивидуально некоторым людям посвящены. Да. Класс. Спасибо, Настенька, спасибо. А художники-то вообще как можно брать и рисовать? Ну, видите, мы люди все разные. Каждый по-своему индивидуальный. Да. Главное найти свой. Как это? Саш, подскажи мне, вот работу, либо что, свое вот стезю, или как это называется, в жизни. Вот я нашел, это... Не, ну, по идее, я петь люблю больше, чем работать по сварке. Моя любимая профессия. Но приходится удовольствоваться ютубом, вами. Но это на уровне хобби. Я неоднократно это повторял. Вот. Было бы какое-то действительно, какая-то финансовая заинтересованность, было бы много там людей, бы меня смотрело. С праздником и побольше позитива сегодня. Кстати, спасибо огромное. Спасибо, Саша. Спасибо. Да позитивно я. Я просто сейчас вот Артем мне написал, говорит, блин, ты рано начал. И я что-то потом уже понял. А его что, сейчас перезагружать стрим? Да ну нафиг. Карие глаза спой. Подожди, а можно выдохну, Настюш? Можно я вот выдохну, там посижу, пообщаюсь. Вот. Спою. Ты, главное, не уходи. Мать, наверное. Вот так вот, да. Молодец. Я говорю, стезю вот эту надо найти каждому, да, и от тебя уйдешь, ага. Ой, да ладно, Настя, ну ты прям вот говоришь так, обычно заходишь, я тебе что-нибудь спою, и ты убегаешь. Еще есть одна Настенька, самая-самая, которая, Зелки-то которая. Та вот вообще заходит. Она обиделась, наверное, все, она уже не приходит, уже сколько, стримов 5, не знаю. Вот. Она вот заходит, ну просто, я понимаю, ребят, я люблю петь, я люблю вас, как говорится, всех моих подписчиков. Ну просто, знаешь, когда человек заходит, так вот, пой, ну это просто неуважение, мне кажется, ко мне, правильно?
там привет, там как дела, банальные написать. Я спою всегда вам песни. Вот. Поэтому я что-то и написал. Ой, все, короче, больше к тебе не зайду, и все. И вот ее нету. Понимаешь? Так что я говорю, там как бы... Мне ж не трудно спеть. Я в Зелке там 5-й год пою. И сейчас опять начал петь. Все равно. А то некоторые уже подкалывают меня. Все, ты зазвездился. Ты на Ютубе. Тебе сначала надо задонатить, подписаться на твой канал. Потом ты только будешь петь. Маме, привет, я у тебя на видосах сижу. А чё ж ты ничего не пишешь, я не понял. Почему комментарий не оставляешь? Саш, да, спасибо тебе огромное. Что-то я прям так мельком сказал. Спасибо, Санька. Да. Так что, Настюшка, маме привет. Да, мама, тебе привет, мама. Очень приятно. Ну давай, карие глаза, я в другой тональности ее пою, Настюшка. Ты слышала, нет? Не знаю, сейчас услышишь. Блин, мне так нравится эта тональность. Молодец. А, она же в старой тетрадке, да. Я запутался уже, господи, когда же у меня будет... Эдни мне с Великобритании, сегодня мы с ним созванивались, и он мне все, короче, он, значит, мне в субботу должен выслать компьютер, роутер, веб-камеру, маме там подарок выслать моей колонки, если уместится. Но как, сколько они будут идти? Это ладно, там-то они быстро дойдут до границы с Россией. А у нас сколько они будут идти? Вообще не вариант, что дойдет до меня. Ты всегда на высоте, красавчик. Спасибо, Настюш, спасибо огромное. Не все этого понимают, что я ж пою для кого? Я пою для вас. Вы сидите, мне еще больше интересно. На меня кто-то присоединяется, там подписывается, да. Мне еще больше, значит, людям нравится. Я пою. Ну вот так вот я говорю, заходить просто. Так вот. Пой! Прям вот обидно, знаешь. Вот серьезно. Даже бы если кто-то зашел, вот просто вот донат бы кинул, да, так давай пой. Неприятно просто и все. Там банально, Мишань, привет, как дела, и все. И... Саша пришел. Санька, там этого металла, мама дорогая, просто жарище невозможно. Вон Артем сегодня видел, я вообще разбитый был, просто, ну, ужас. Придет металлолом. В смысле придет металлолом? Я тебя подпишу. Все, Саш, я тебя понял. Пока это самое, пока доставит туды-сюды, придет металлолом. А может тебе в роковском стиле ее спеть, Настюш, хочешь? Куплетик. Ты не слышала? Или не надо? Лучше как... Да. Ну, давай, попробуем. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя.
Короче, ладно. Круто. Да ладно, круто, так, баловство. Ну вот. Алевтиночка, привет. Ну а теперь поем, как обычно, без рока. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Как хочу, чтоб знала ты про тебя лишь мои сны, как реально вижу, будто в жизни я. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Офигенная песня. Все ушли, короче, вообще, я в шоке. Мам, и у меня стрим, если что, так-то. А, вот, надо идти курить, потому что время 1:33. Да, действительно. Час уже, 1,5 часа уже идет стрим. Ну, ничего себе. Так, значит, свойства. А, подожди, что-то Настенька написано. Ну, сейчас авторская песня. Мельница. Обзор. Че, ну все для тебя вот это спою. Пусть поет. Куда ушли? Я не знаю, куда-то кто-то ушел.
Сарочка, привет еще раз, привет. Приветули. Вернулась, да, да, все поубегали, короче. Вот. За Верой голубкой пришли, и она убежала куда-то там. Вот. Девушка, да, девушка красивая, согласен. Летает какая-то херня непонятная, даже не это самое. Михаил, да, шоколадку. Спасибо за чай, за шоколадку. Привет, Миша, привет, чат Киевса. Блин, смотри, какая-то херня летает надо мной, мама. Это не муха. Сука. Смотрите, а. Что это такое? Здравствуй, Юр, здравствуй, здравствуй. Меня атакуют неизвестные какие-то. Что это вообще? Что это за ужас какой-то? Михаил, что это было? Муха? Это не муха, а непонятное существо какое-то летающее. Не пчела, не оса. Почему 8 штук? 8 человек сидит? Юра, я вчера так мельком смотрел, что-то у тебя с интернетом там случилось, да? Миша Панк. Здравствуйте всем, тезка, привет, матушке, привет. Спасибо, Мишань, спасибо. Блин, она от меня же не отстанет, эта хрень летающая. Надо ее как-то сейчас убить. Это, наверное, весело, да, смотрится со стороны, как я шоркаюсь от этой мухи или как ее там. Здорово, тезка, здорово. Подари мушку комарика. Бери топор, руби хардкор. Да подожди, эту хрень надо, наверное, как-то прибить. Я не знаю. Она же мне сейчас петь не даст. Сарочка, сэр моргнул и нет вырубила. А, вон чё. Опа, а кто дизлайк поставил? О, даже дизы появились. Ну ладно, чё, Вань, да ничего страшного, чё, пусть ставит. Мне по барабану вообще. Отлётает, а. Что же это такое? Что это за херня? Свет моргнул. Было, Юр, такое у меня было. Да, Артем не даст соврать. Ну, у нас свет врубали вообще. Ну, без дизов не бывает. Нет, Ржан, бывает без дизов. Были у меня стримы без дизов. Миш, привет. Блин. Берите дизлайк. Да ладно, чё. Сейчас, ребятки, я напишу. Угу. Вот так вот. Да. Да, Артем, помнишь, да, вот эта история была, когда стрим шел и прям. Ладно, написали, ладно, что. У меня стрим написал, ладно. Нет бы зайти. Мишань, ты же не 1000 евро, что всем нравится.
Ну да. Нет, тезка, это знаешь что, это, скорее всего, зависть или просто вот он сидит, вот, весело ему. Я ему сейчас подпорчу немножко. Чпоньк, дис поставить. Сара, кто поставил этого человека, нету здесь. Да откуда? Откуда ты так уверен, Артем, что этого человека нету здесь? Может быть, кто-то из своих взял и поставил. Так, чтобы проверить меня на эмоции, что со мной будет. Да мне вообще по барабану. А мне в залке столько дизов вставили. А это все фигня. Ну, раз без разницы, и от меня тебе еще диз. Да не вопрос, Вась. Ставь хоть 5. Вот. Подарочек на 7 лет. Да, подарочек такой. Вася Зехер. Да это всего лишь дизы. Да, совершенно верно. Тут главнее того, что какая-то неизвестная хрень с крыльями летает в доме. Я вообще первый раз такое вижу. Вот это вот главнее, чем эти дизлайки. Тот, кто поставил бессовестный хам. Да ладно, Сар. Это же YouTube. Тут много завистников и этих мышей двухногих. Ну, крыс, короче. Да. Не нужно к ним так относиться-то уж. Да я не отношусь к ним никак, понимаешь, Василий, если это действительно твое имя. Забыл поставить ща. Настя ушла, походу, да? Я ей песенку спел. Она взяла и ушла. Второй твой, молодец, молодец. Опять эта хрень летает. Да что же это такое? Что это такое летает, а? Ну, какая-то хрень летает. Ну, живое существо. Сука, а? Неубиваемая какая-то. Я уже 2 раза по ней рукой попал. Дизлайк твой. Ну, видишь, человек пишет. Ну, хоть в открытую пишет, а не так, как мышь. Поставила и сидит. Привет, Мишаня, как дела? Лайкосик от меня, Миш. Спасибо. Танюша, 100 зуб. Миша, привет. Привет всем. Привет, Танюш, привет. Полик, Болик, салютик. Ха-ха. Вася, ты нормальный? Давай, ау. Убери. Убей ее уже. О, Сара. Другая Сара. О, как? Привет, Мишаня, как дела? А мы ж виделись, десерт. Нормально. Угу. Это не смешно. Да пусть ставит, Сара. Видишь, клон твой пришел. Прикольно. Артем, ща, подожди, сейчас споем обязательно. А тут смотри, что тут интересное начинается.
Диза это Сар, это нормально. Вот. Вот то, что у Сары появился клон, вот это намного веселее. Да. Что за клон? Клон Сары. Это ты, да. Плагиат называется. Так, ладно. Чё смотреть, чё хотят, пусть делают, господи. Клонируйте друг друга. Из-под тишка бы. Был бы ненормальный, не сказал бы о Дизе, из-под тишка бы сделал. Вот. Да. Василий, смотри. Миша, Миша, Чё я? Танюш, я не понял. Полли. Вася, ты можешь объяснить, за что ты мне сейчас дизлайк улепил? Ну-ка, мне интересно. Давай. Вася, извини, я пошутила. Васек, не отчаивайся. Я лайкну. Я понял, Танюша, я понял. Так, всем приветик, бригада, приятного вечера. Ну, значит, смотри, Диза это негативное отношение. Значит, тебе не нравится мой стрим, правильно? Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер, Настенька, добрый вечер. Спасибо, что зашли. Спасибо огромное. Василий. Настроение испортили. Кому испортили? Мне нет, у меня все нормально. Тебе, если Сару только испортили. Настюша, глянь вверх. Сара, что случилось? Лайкосик, ага, спасибо. Сара, не беси меня. Вася, ты объясни, за что ты поставил мне диз. Вот, значит, нет, не так. Значит, тебе не нравится, короче, да, что вот тут вот такая обстановочка нормальная. Правильно я понял тебя? Миша, 23. Да ладно, что, ну это хорошо. Да. О чем смотришь тогда? Вот именно. Мы сейчас узнаем. Василий, я жду твоего ответа. Артем, они мое имя скопировали. Ну, понятно. Сейчас ты пойдешь. Что-то испортили спин. Саш, заблочь вот этого Васю. Такие люди нам тут не нужны. Александр. Не, хулиган. Таких людей тут не будет. Все, я сказал. Сара раздвоилась, да. Ну, ёкарный бабай. Ну, Настя вот прям взяла и вовремя это самое. Начала тоже стрим. Молодец. Миша, не подумай, я тут не поругаться пришел. Удачи тебе. В смысле не поругаться? Смотри, ты поставил дис. Вот. Что ты сейчас тут начинаешь какие-то отношения выяснить?
Короче, поем. Ау, ау. Где она? Сара ничего не поняла. Директор Крым привет. Диман, здорово. Поем. Если превратишься ты цветочком в поле, я пчелкой лепестки твои найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ту-ту-ту. Если станешь рыбкой в море, океаном я на дно сойду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ту-ту-ту. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Если станешь ты гитарой, я пары возьму на пятом ладу. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Если станешь ты розеткой, штепселем я в тебя войду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Ты ромашка, я весна. Ты жвачка, я десна. Ты переносица, я гайморит. Ты Испания, я Мадрид. Ты невеста, я фата. Ты желудок, я еда. Ты мелодия, я баян. Ты Роксана, я Бабаян. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Маме, походу, тоже песня нравится. Привет ей, привет тебе от Артема. Да, нравится он, она танцует, короче. Да, танцует, стоит. Сейчас скажи. Привет, Юрий, браво, Давай, я супер. посмотрю, покажусь. Можно свою покажу. Мам, тут молодежь сидит, они не поймут некоторые тут твоего всего такого доброго жеста, и начнется какая-нибудь вакханалия. Вот. Та-ра-та. Хорошая песня, да, кстати. Очень замечательная. Такая веселенькая песня. Браво, супер. Спасибо, Дим. Мамуль тоже приветик. Настенька, да. Она такая веселая у меня. И хоть ей там 65 лет, но все равно она веселая. Поет со мной песни иногда. Точнее, каждый стрим, в принципе. Поймут, не рви сердце. Влад Старков, здравствуйте всем, лайк от меня. Спасибо, Влад, спасибо. Спасибо, что забежал. Да. Ну, мы тут песенки поем. Да, вот. Как умеем, конечно. Я не профессиональный, что там певец какой-нибудь там. Поле здесь была? Да, была. Поле была. Она постоянно тут. Что-то с Мишей Круга можно. Миша Круг.
А вот это вот, Тём, твоя любимая песня, как она? «Приходите в мой дом». Это же Миша Круг поет. Пел, точнее. Дим. Вроде он. Да? Или нет? Или я ошибаюсь? Приходите в мой дом, мои двери открыты. Сара? Сары нет уже, наверное, убежала, наверное, не знаю. А может тут, может сидит, не знаю. Не знаю сейчас. Да, да, можно и... Ну все, Дим, сейчас споем, что-то вообще не вопрос. Вот. Так. Внешне сложно. Пумс. Вот он, да. Советский район. Эрик. Боже мой, какие люди. Эрик, здравствуй. Бро, я как всегда редкий гость. Привет. Михаил не смотрел видео с песней «Пей моя». Нет, Настенька, ну некогда мне. Я уже вот каждый стрим повторяюсь, что ну меня днем работа, вечером вот я с вами, да. Так что уж извини. Ну вот так вот, как-то так. Чё, я даже ничего не скрываю. Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется спеть. И тогда я спою до слезы, до рассвета. Будет время дрожать на звенящей струне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не так. Вы простите меня, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не так. Вы простите меня.
Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Да, такая песня офигенная, да. Так, кто там спрашивал? Что-то песня Любэ, смородина цветет. Я слышал ее, но у меня нет слов на эту песню. Миша, Любэ можно. Танюш, ну я тебе говорю. А ты там, где смородина растет. Ой. Ну да ладно. Давай Любэ для Татьяны. Дим, ты даже не удосужился написать, понравилась тебе песня, не понравилась. Да, печально. Конечно, понравилось. Ну, может быть, Эрик, тебе понравилось, а ему, может быть, нет. Я говорю, наверное, надо кому-нибудь сказать, чтобы вот этот смайлик придумали, вот этот щелчок, да? Походу. Угу. О, 2:02:05. Пойду эту муху погоняю и пойду курить. Вот. Вам что-нибудь включу, да. Забей, да не, ну просто, не знаю. Так, источник медиа. А что было? А, все для тебя. Очаровательная девушка. Выхода нет. Вот сплин, послушайте, я сейчас пойду курить. Так, покурю точно. Сколько лет прошло, все о том же, гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни, полетели. Нужно вписать в чью-то тетрадь кровью, как в метрополитене. Выхода нет. Выхода нет.
Где-то мы расстались, не помню, в каких городах, словно это было в похмелье. Через мои песни идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Лишь бы мы проснулись в одной постели. Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни и полетели. Нужно вписать в чью-то тетрадь кровью как метрополитене. Выхода нет, выхода нет. Кто это красавица? Я сам не знаю, кто это красавица, десерт. Ко мне случайные люди присоединяются, за редким, конечно, исключением. Вот. Так что вот так. Что она быстро кончилась, я не понял. Ха. Или что? Или лаганул стрим? Не знаю. О, 10 час. Обалдеть. Всего лишь. Или уже. Мишань, ты быстро покурил просто. Спой, что хочешь. Спой, что хочешь. Что я хочу спеть? Что? Наверное, что я давно не пел. Надо вот это спеть. Так вот не то вообще, это не там. Сейчас, Танюш, споем что. Мне не сложно. В этот серый скучный вечер я тебя случайно встретил. Я позвал тебя с собою и назвал своей судьбою. У тебя глаза как море, словно ночь твои ресницы. Твои руки словно крылья, крылья одинокой птицы. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся, и ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся, ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Среди серых стен молчания я тебя нашел случайно. Я позвал тебя с собою и назвал своей судьбою. У тебя глаза как небо, словно ночь твои ресницы. Твои
все. Наверное, мы с тобой подружимся, и ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся, ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Да, флажолетика, ну надо обязательно добавить. Все идет по плану, знаешь песню. Слушай, человечек, зачем ты копируешь Сарин ник? М? Ответь мне на этот вопрос. Это что, прикол такой, что ли? А? Конечно, конечно. Ну да. Вы гуляете по стриму под чужими тапками, пишите всякую ересь. Что же, я не знаю, что ты думаешь? Зашел, видишь? Сара. Пацан под бабскими тапками сидит. Ну а чё, нормально. Не обращай внимания. Ну просто неприятно, Сару-то я уже знаю давно. Ну, вот. Как не обращать внимания? Девчонка расстроилась. Кто-то просто троллит ее и все. Разве приятно, если кто-то будет с моими тапками ходить и писать от меня всякую хрень друзьям моим? А я думаю, нет. Вот так. Это, скорее всего, сопля зеленая какая-нибудь. Знаете, у меня сын средний, ему 15 лет. А вот, тот и то умнее. Это да, потому что нечего придумать, как подосрать. И вот таким способом люди выражаются. По-другому уж никак нельзя. Почему с такими мыслями сразу? Потому что ты зашел, я не знаю даже, кто ты, зашло. Вот ты зашло, Сара сидела. Ты зашло, Сара обиделась и ушла. Ее нету тут сейчас. Вот. Поэтому с такими мыслями. Скажи, что я не прав. Полли, привет тебе еще раз. Как мы? Ну так, нормально. Что, песни поем? С вашим ником тоже есть люди. Прям именно с моим. Ну да, и от моего имени ходит, короче, да. И моим друзьям пишут на стримах всякие гадости. Таких нет. Вот. Это просто бессильная злоба, что ли, какая-то с вашей стороны. Просто подсирать. Вот. Понимаешь? Так вот, по мелочи. Миша, ты сегодня уставший? Нет, нет, все нормально, Полли. И что они специально создали такой аккаунт,
Я что-то писал плохое. Ты плагиатишь девушку. Она обиделась. Вот. Она обиделась. Ее нету сейчас тут. Тут Настя была, и она, короче, это самое. Миша, что забанили модеры твои меня? Я предупреждал тебя, что проверка ходит по стримам сейчас Ютуба. Это вот тоже походу. Модераторы твои, мои, тебя забанили. Ты никогда в жизни. Сейчас, секундочку. Ты мне ничего неплохого не писал, не писала, не знаю. Вот. Ну просто девчонка обиделась. Вот. В смысле чужой ник? Я с ним уже 2 года сижу. Ага. Так, куда? А вот сюда вот, да. Да. Тихо. Так. Посмотрим. Боже мой. Мгм. 2 года ты с ним сидишь. Дата создания 19 августа. Ладно, все, надоело мне это все. Так, поехали. Раз. Так, Юр, Миша, что забанили модеры твои меня, я предупреждал тебя, что ходит проверка по стримам Ютуба. Это все бред, Юр. Ержан, все. Этого человека тут не будет. Все, мне это надоело. Еще какие-то будут сопляки тут на моем стриме, что-то мне настроение портите моим подписчикам. Хейтер гадости делает. Юр, в смысле твои модераторы забанили меня? Мои модераторы тебя заблокировали. Когда это такое? Ты чё? Я что-то не понял, Юрок. Хейтер гадости делает. Да мне он ничего не сделал плохого. Просто Сара тут была. И он зашел. Вот. Что-то там начал от ее имени писать. Девчонка обиделась. Она ушла, ее нету тут. Все. Вот. Эддард Старк. Шалом, друг. Здравствуй, Эддард. Спасибо, что забежал. Да. Спасибо. Так. Спасибо, что забежал. Ага, вот этот канал уже, да, нормально. Шалом, шалом. Юра, вот я не понял, ты вот написал, да даже сейчас, Миша, что забанили модеры твои меня, я предупреждал тебя, что проверка ходит по стриму сейчас YouTube. Никакой проверки нет. Ты про того, что ли? У которого 3 подписчика, ютубовские ребята, они никогда в жизни не будут по стримам ходить. Ты чё, смеешься, что ли? У них дел без этого. Вот так вот, выше крыши. Я вот не понял, Юр, почему ты это написал и что-то не можешь. Где, когда тебя заблокировали? Мне вот интересно. Вот это вот мне очень интересно. Юра, если ты тут, ты ответь. Я что-то не понял. Сообщение твое. У меня там слова, которые ты написал, а у тебя сообщение не прошло. Просто. Поэтому вот так вот. Никто тебя не блокировал, Юрок. Просто некоторые слова я специально, чтобы не писали тут гадости, понимаешь? Я понял. Миша подошла на соседний стрим, и один подписчик, вот это вот, 2101, да, сообщение отправлено на проверку. Да. Подошла на соседний.
Юр, понял теперь? Вот. Так, Анастасия, Король, добрый вечер, гражданин. Здравствуйте, Настя, здравствуйте. Андрей Казах, привет всем, Андрюха, здорово тебе, дружище. Спасибо, что забежали. Вот. Так. 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 Ага. Полли, привет. Где у тебя заряд? Там. Давай сюда. Зачем? Ну, потому что, видишь, тут что-то... Что за донат можешь исполнить? Господи, да я тебе и так могу исполнить. Олег Чупахин, добрый вечер, Олег, здорово тебе. Я тебе могу, это добровольно, понимаешь? У меня нет такого. Так, ребята, вы донатьте мне 100 рублей, я буду песню петь. Группу Крови могу спеть. Хочешь? Так что, Юр, ты не думай, тебя никто тут не блокирует, просто у меня некоторые сообщения не проходят. Вот. Так что не подумай ничего плохого, что там модераторы. Все мои модераторы тебя знают прекрасно. Ты что, о чем ты вообще? Просто сообщение не прошло и все. Эддард Старк. Ждем ответа. Хотя, когда был, да, человек-то? Если споешь там песню, короче, я тебе пятихатку скину, а потом гадость написал. Хорошо, что у меня стоит вот этот ограничитель слов. Да, вот. Там такое написал. Давай, иди. У меня прямой эфир. Потом объясню, окей? Но если ты про того, который у тебя был, которого я заблочил, это просто сопливая какая-то, как говорится, херня, понимаешь? Вот и все. Они никогда не будут ходить. Ты представь, сколько им тогда надо ходить по стримам. А я смотрю, вот, что вот это самое, как ее, сообщение твое не прошло. Вот. Это да. Наталья, Наташ, привет, привет, спасибо, что забежала. Вот. Спасибо. Нифига себе, 11 человек, серьезно? Давай группу Крови, пожалуйста. Это Старк. Все, да, у тебя никнейм высветился. Во, вот человек сказал, сделал. Такие люди прям мне это самое нормально. Спасибо за соточку, спасибо огромное. Сейчас споем. Старк, ну смотри, я не профессиональный певец, так что... А то сейчас там, ёп, а я-то думал, ожидал чего-то большего, а ты... Понимаешь, да? Ну, по виду и видно, что по гитаре, там, по заднему плану, что это так просто играем, как можем. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день.
сделать чем, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Спасибо за подписку, кто подписался. Еще раз. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Да, вот такая песня, да, я прям офигел. Цоя уже нет сколько лет, а его в песне все слушают, да. Спасибо за соточку, Старк, да. Спасибо за подписку, ребят, не успел прочитать. Что-то чок там было написано, не знаю, да. Но в любом случае, спасибо. Игромайн, нормально поешь. Кстати, здравствуй тебе. Конечно, мы тебя помним, ты что. Вот, Анастасия Король тоже пришла, да. Мам, прекрасно все слышно, так что подожди. Можно мне выдохнуть? Я не робот. И я пою не под минус, я рот не открываю, я им пою, понимаешь? Ну вот. Да что ж такое, когда ж ты, сука, сдохнешь-то, крылая, а? Какая-то херня летает и все. Ни муха, ни оса, ни пчела, я не знаю, что это такое вообще. Так что вот так, ребят, кому нравится, да. Ну, кому нравится, тот останется, вы знаете, что делать. Я не буду говорить, потому что за это снимают подписчиков, оказывается. Чиканок ног. Спасибо за подписку, да. Вот. Мошка ли? Да не мошка, Настенька. Такая типа осы, но это не оса. Вот я первый раз, мне 37 лет, я первый раз такую вот божью тварь вижу. Короче, ну вот ребята видели, которые сначала сидели. Да. Старк. Где Старк, кстати? Оценил он? Нормально я спел или что? Понравилось, точнее, ему? Вот. Нет, интересно мнение человека, который, в принципе, мне, получается, и задонатил за песню. Вот. Коровы не летают. Коровы не летают. Ну да. Александр. Старк ушел, наверное, не знаю. Может, не понравилось. Что-то ребятки так забежали, да, Саш? По шустрому. Рыбка, всем привет. Привет, Рыбка, привет. Жаль, что только 6 человек смотрят. Ну, вот так вот. Игра Майн. Меня мало смотрят людей, да. Что делаете? Ну, что мы? Сидим тут, я песни пою, ребята, кто-то подпевает, кто-то что-то, да. Олег Чупахин, все нормуль, Мишаня. Спасибо, Олег. Спасибо. Нифига себе, что так сообщения поперли. Офигеть. Рыбка это что?
10 человек. Саш, мне сейчас вот сына неохота звать. Вот эти звездочки. Андрей Казах. Михаил, ты слышал за 3, 2, 1, 4? Нет, не знаю, что это такое. Нет, Андрюх. Понятия не имею, что-то циферки какие-то. 3, 2, 1, 4. Василий. О, Вася, здорово, Буля, здорово, Бульдог, здорово, Васька. Здравствуй, дорогой. Как ты, Василий? Нормально все? Хвостик не отцов. Блин, я ж петь хочу. Точно. Какой петь? Я пойду. Короче, я вам сейчас включу что-нибудь, сам пойду подымлю. И я вернусь, ребят. Михаил, это правда, что в вас влюблена голубка? Не верьте слухам, друзья мои, не верьте. Вот, у нее муж есть. Мишаня, здорово, да нормально все, только сработает. Ну, понятно, понятно. Михаил, ты не выпиваешь на стриме? Что за вопросы глупые, детские какие-то? Я не знаю. Либо вы у меня первый раз на стриме, либо я не знаю. О, а вы в нее... Потроллиться пришли, что ли? Я вас сейчас всех переблокирую просто и все. Так что либо ведите себя нормально, либо со стрима. Так, короче, я вам сейчас что-нибудь включу и пойду дыману, да. Так, выхода нет у нас было, значит смотрим дальше. Выхода нет. О, позови меня, нормальная песенка. Это обычные вопросы. Нет, так нет. Что за бред? Вот. Уже 12, просто чат опаздывает, нифига себе. Серьезно? 12 человек. Это обычные вопросы. Ну, блин, это похоже на троллинг. Ну, согласна, вообще бред. Вот именно, что бред. Чуканок, ног. Всем привет. Спасибо, дружище, за соточку. Ой, какую соточку. Так надо курнуть. За подписочку, да. Я сейчас вернусь, ребята. Послушайте пока песенку. Любэ, позови меня. Попробуй. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки всходят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивает сирень и смородина, позови меня, тихая родина. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печальная. Позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли дальние ехали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови
позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печальная, позови меня, позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание. Всем спасибо. Спасибо. Куда он делся? Да никуда он не делся. Вот он сидит перед вами. Старк, спасибо за 100 рублей. Я надеюсь, тебе понравилось, как я исполнил песню группа Крови. А вот. На Буланову похож голос. Ну, не знаю. Может быть. На Буланову похож голос. Девушка симпатичная. Да. Завтра я выложу у себя на канале видео, как я с Юлией Савичевой пел, да. Я сегодня специально с ней спел в приложении в одном. Ну, кому интересно, там полазите сегодня. Дневное видео, там в описании. Вот. Друг, можешь лирику для моей подруги сыграть? Откуда? Да, Танюш, правда, увидите, завтра я спел с Юлией Савичевой. Вот этот, не смотри ты по сторонам, оставайся так. Старк. Лирика, блин. Откуда сам? Саратовская область. Олежек, Саратовская область. Россия. Я слов не знаю, блин, а. Давайте, что вспомню, я спою. Для подруги Старка, короче, что, не вопрос. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел в лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах не оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мною забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Эротический лунный свет запретит сказать тебе нет, и опустится плавно на пол все твое белье. Шум деревьев и ветер ночной, стон заглушит и твой, и мой, и биение сердца, пылающего адским огнем. Ты со мной, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят счастливую ночь. Все вспомнил. Там вроде бы 2 куплета, да, ребят? Вот. Кстати, Андрей Казак, спасибо за подписку, дружище. Да, спасибо. Вот. Старк, я надеюсь, тебе понравилось. Но вы поняли, наверное, да, вот которые сегодня ко мне зашли. Я не профессиональный певец, ребят. Я днем работаю, вечером стримлю. И у меня пока контент он ограничен. У меня то, что вот на гитаре, в тетрадке и что в голове. Вот. Ну, компьютер у меня будет когда-никогда. Тогда будет контент намного. Да не вот так, а вот вообще вот его не видно будет, сколько его будет. Потому что под минус
можно спеть очень много песен. Но пока вот так вот. Так что не обессудьте. Миша, кукушку можно? Кукушку можно, да. Егор, здорово тебе, дружище, здорово, здорово. Вот, мне интересно мнение Старка. Понравился вообще? Нет. Спой «Сектор газа» любую песню. Вот только сейчас пел это лирика, это «Сектор газа» и Громай, дружище. Это «Сектор газа», если что-то. Сейчас мы дождемся ответа Старка. Вот, и там подруге понравилось. Ну, вы понимаете, да, что я не профессиональный певец, поэтому сделайте мне скидку. Вот. Егору привет. Да, Егору привет. Кукушку. Не вопрос, Танюш. Сейчас кукушечку споем. Только я ее пою не как ее Цой пел, а я ее пою на манер Полины Гагариной. Вот, да. Не может ответить. Чуканок ног. Кстати, дружище, тоже спасибо за подписку, да. Дайте лайк. Окей. Где Старк? В конвульсиях бьется. Да ладно, ты чё, как будто я сыграл там, что вообще все. Офигеть, вообще, вот это да. Как ты слова. А вспомнил, мне это интересно. Вот это вот интересно. Я ж ее. Круто. Ну и все, круто, значит, поем дальше кукушечку. Сейчас споем. Да, для Танюши. А будет комп, будет, конечно, намного все веселее. Вот, Миш, не смеши. Чего не смеши? Антилайк убежал. Это я не понял. Песен еще не написанных сколько. Скажи, кукушка, пробой. В городе мне жителей на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Михаил, хорошо поешь. Главное, от души. Респект тебе от Андрея Казаха. Ничего себе, Андрюха, спасибо за пятихатку. Вот это ничего. Спасибо. Да иди, мама, у меня прямой эфир, ребята сидят, ну че, иди. Спасибо, ребята, офигеть, нифига себе, вот это поддержка. Спасибо огромное, я продолжу, можно с вашего позволения? Блин, я прям... Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому, сильные да смелый, голову сложили в поле.
какая бригада? 3-2, 1-4 топ. Да, топ, ребят, спасибо. Вот, блин, прям растерялся. Спасибо, ребятки, спасибо огромное за поддержку. Вот. Не только подпиской, но еще и финансово. Спасибо огромное. Блин, давно такого не было. Прям, блин, аж я покраснел, наверное. Спасибо, Танюша. Да ладно, мне ж не трудно никогда. Пахан, Паханыч, дружище, ку. Здорово тебе, дружище. Здравствуй. Спасибо, что забежал. Вот. Ну, ребят, если вам понравилось, то, ну, вы сами знаете, что делать. Потому что, говорят, YouTube даже за эти слова отписывает новых этих, которые... Я твой талисман. Ну, вообще в шоке. Я правда. Прям лайк. Спасибо, Пахан. Спасибо, да. Уголки иконы, мать поточки снова. Мам, вот смотри, я сейчас объясню прям прелюдия к тебе. Я фанеру не включаю, я вот так вот ртом не делаю, понимаешь? Я пою вживую, понимаешь? Мне можно выдохнуть? Можно? Я просто тебе это сказала, просьба. Просьба. Икону? Шансон, что ли? В уголке иконы. Я не знаю, если ребята это сам... Ты спроси у них. Я тебя спрашивал, а ты говоришь, не знаю. Вот теперь мы у тебя в Спасибо, ребята, Андрюха, спасибо. Кто там еще? Я что-то прям уже растерялся. Мама это святое. Да ты понятно, мать это святое, да. Единственный друг, настоящий друг, ребят. Да. Я хочу икону. Да не вопрос. Че? Сейчас споем, пойдем еще раз дымнем. Так. Сейчас будем петь икону. Тогда что? Желание моих подписчиков, что для меня закон. Да. Сейчас я давно не пел, подождите. Нет. Вот, точно. Ручку, мама, мне дай. Есть ручка? Я запишу сразу, что ее надо в ре-тональности петь. Ладно, все, подожди, дай я ребятам спою. Ну, погнали. Уголки икона, мать в платочке снова на колени встанет и начнет просить прямиком у Бога за дитя родного. Помоги, Всевышний, сына сохранить. Прямиком у Бога за дитя родного. Помоги, Всевышний, сына сохранить. Все равны пред Богом, пред иконою. Кто войной повязан или соною, и слезы горькие у русских матерей. У всех, кто ждет домой своих детей. Фото на комоде, муж погиб на фронте, и одна растила сына как могла. Старая икона в церковной позолоте, вместе с ней все беды и боль перенесла. Старая икона в церковной позолоте, вместе с ней все беды и боль перенесла. Все равны пред Богом, пред иконою. Кто войной повязан или соною, и слезы горькие у русских матерей.
всех, кто ждет домой своих детей. В наших храмах вечно не погаснут свечи, и грехи людские век не сосчитать. Пусть наступит вечер долгожданной встречи в городе далеком, встретит сына мать. Пусть наступит вечер долгожданной встречи в городе далеком, встретит сына мать. Все равны пред Богом, пред иконою, кто войной повязан или зоною, и слезы горькие у русских матерей. У всех, кто ждет домой своих детей. Миш, спасибо за песню, уважуха и респект. Конечно, мне никогда не сложно спеть песни, понимаете, вот там, тем более тем, кто сидит там у меня давно уже такие довольно-таки, вот. Мне не сложно, понимаете. Я говорю, вот у меня будет компьютер, я заработаю на него, заработаю. Я вот днем работаю, вечером я стрим. Мой репертуар расширится очень намного. Потому что я сейчас пою, ребят, то, что, да, вот некоторые просят, спой эту, спой. Я ее знаю, но у меня слов нет, во-первых. Во-вторых, ее надо на гитаре подбирать. А в-третьих, у меня времени нет. Я днем работаю, вечером я вот с вами. Вот. А когда у меня будет компьютер, когда-никогда, вот, тогда я уже, представьте, да, я минус открыл, там сайт с минусами, и все, и спел там ту же бутылку. Что там петь-то, господи, 5 аккордов. Браво! Спасибо! Чуканок-нок. Я не знаю, дружище, твоего имени. Нок буду я тебя называть, хорошо? Надеюсь, это самое. Понимаешь, что я твоего имени не знаю, поэтому читаю по никнейму. Вот, браво. Да ладно, прекращайте. Какой браво? Пою так, как умею, так и пою. Ну, я рад, что вам, ребят, понравилось. Это хорошо. Значит, стоит продолжать дальше петь. Вот, лучше Чуканок. Вот на что, Андрюш, ударение ставить? На первый, на второй или на третий? Гласный, согласный. Давно в школе учился, не помню. На У. Чуканок. Чуканок, что ли? Так, что ли? Что тут, Танюшка Сичихина? Да мы тут песенки поем, да, песенки. Я пою, ребят мне подпевают, да. Вот. Так что как-то так. Такие дела. Спасибо, ребята, за подписочки там, за... Короче, вы поняли. Обалдеть. Главное не чух... Да нет, ты что? Зачем коверкать никнейм? Что это? А, ну это понятно, с другого канала. Чуканок, да? Правильно? Насинау. Группа быстрого реагирования. Ну нифига себе. Прикольная группа быстрого реагирования. Что-то вас мало, правда, ребятки. Сколько вас там? 3-4. Хотя я не знаю, может там сидят потихонечку, не знаю, там 50 человек. Тяжелое у тебя чувство юмора. У кого? У меня, что ли? Или у кого? Саш, кому вот это вот было адресовано? Наверное, мне, да? А что у нас? 2:50, обалдеть, почти 3 часа идет стрим. Ну, это ничего, ну, нормально, в принципе.
который... А, понятно. Так, короче, ребята, кто остался, я пойду дымну. Я сейчас вам что-нибудь включу. Вот, не разбегайтесь. Так. Что у нас было? У нас было, значит, позови меня. Дальше смотрим. Смотрим дальше. Вот, да, ребята, не знает новенький. Давайте я включу вам свою авторскую песню. Оцените, ребята, оцените. Потом скажете, нормально, ненормально. Ну, она, в принципе, всем нравится. Это моя личная песня. Мне минус сделали хорошие люди. Ну, так, он хороший минус. Он так, что я херню несу. Сейчас я вернусь, короче. Я дымну и вернусь. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелет языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мельница, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Миша, спасибо, мне надо уйти. Спасибо, Танюш, тебе, что заходишь на мои стримы. Всем. Я не буду никогда не устану повторять, что спасибо всем, что поддерживаете меня. Вот.
Настенька, я видел, что у тебя там начался стрим. И так, блин, думаю, блин, ну остановить я свой не мог просто. Не мог, и поэтому не зашел к тебе. Да, кстати, Артем пишет, как трансляция. Да, действительно, мне тоже интересно, как трансляция-то прошла. Не знаю, мне кажется, у меня чат запаздывает, что ли. Вот, Юра. Блин, точно, у меня запаздывает, походу, чат, наверное, блин. Ничего страшного, я пробовал. А, пробовала? Ну, ладно. У Насти стрим. Люди пришли, это классно. Да, классно. ГБРовцы. Нет. Да, группа быстрого реагирования по поднятию настроения. Представляешь, Настюш? Да, я в шоке, это самое, прилипли ко мне, короче, вот, и еще, короче, и деньжат подкинули, блин, золотая группа, короче, вот. Настя, света маловато было. Так ты, Тёма, смотри. Вон оно чё. Не, ну я, в принципе, не запрещаю. Круто, Миша. Настя, я тоже был. А чё ты ничего не писал ей там? Круто. Да я сам в шоке, Настюш. Обалдеть. Вот так вот. Блин, 4-й час идет уже стрим. Офигеть. Программа разобрались почти, Миш, как видно, меня и слышно. Простите, отлично, еще и денег закинули тебе. Да, да. Вообще, откуда эти ребята? Короче, прилипли ко мне. У меня все это в прямом эфире отображается. Я прям... До этого тут некоторые люди были, какие-то нехорошие. Ну, заблокировал я там одного. Вот. Юр, короче, ты сегодня обязан запустить стрим и мне все объяснить. Я ничего не понял. Вот. Мои модераторы тебя не блокировали. Нет. Это однозначно. Вот. Какая-то проверка по Ютубу ходит. Это все сплетни. Вот. Понимаешь? Так что вот так вот. Это все бред. Ты про того, что ли, который сервис YouTube, что ли? Это сопля зеленая какая-то ходила и прикалывалась с 3 подписчиками. Юрий, спасибо, я буду пробовать еще. Настюша, а ты через что пыталась стримить? Через что? Через какую программу? Так что, Юр, выложишь. Что выложишь? Не понял я, Саш, тебя. Ну, это, наверное, Насте было. Да. Я могу, в принципе. Настюша, у меня есть твой номер. Я бы в WhatsApp тебе позвонил бы, объяснил все. Если ты с компьютера. Ты же знаешь, я могу и ты. Да. Да, я понял. 3 трансляции смотреть, да. Вот Настя, мне интересно, через что она пыталась стрим вести. Если через компьютер, то я советую через мою, что я стримлю. Если с компьютера OBS, если хороший компьютер. Да вот у меня беспонтовый компьютер, я и то OBS-ку нашел 32-разрядную. Вот.
А Bizon Live только по-английски. А, вон как. Это значит, получается, ты стримишь через телефон. Да? Правильно я понял? Да, все, Настюш. Я думал, я что-то подумал, что ты через компьютер стримишь. Вот. Я тоже через телефон стримил. Но я стримил через телефон прям напрямую. Заходишь, и там значок вот этой видеокамеры. Но с 5 мая меня обрадовали, что от 1000 подписчиков теперь только можно. И все. У меня на время все зависло, короче. Я там что-то какие-то пытался программы скачивать. Потом вот сын привез компьютер и понеслось. Да. Вот так вот. Как-то так. Да вот пробую ту, что Юрий мне посоветовал. Да, Юрий, спасибо. Юр, подожди, Юра, а ты тоже, что ли, с телефона? Как так? Вроде с компьютера. Видите, я вообще ничего не понимаю. Там сейчас этих программ для стрима с телефона очень много, на самом деле. Мне посоветовал другой теперь камера лайф. А, вон как. Ну я в них не разбираюсь, нет. Я говорю, вот когда вот вышло то, что с 1000 подписчиков только можно начинать стрим напрямую, прям с телефона. Заходишь на свой канал на ютубе, нажимаешь. Ну там название трансляции, нажимаешь на значок это. А, да, нажимаешь на значок, у тебя высвечивается вся эта фигня, как на компьютере. Название стрима, там туда-сюда, там все дела. Вот, и все включаешь. Это вот от 1000 подписчиков напрямую можно, без всяких программ. А вот с программами я не знаю, донат будет вылетать на экран. Не знаю, вот честно не знаю. Я мучился, потом нафиг. Вот. Потому как этот стрим зависал. Понятно, Настюш, я понял. Мне до 1000 еще 208 человек надо. Да наберешь, ты что, наберешь. Да. Наберешь. Нифига себе, час, говорит, посижу и пойду. Ну вот так получилось, Сереж, тут бригада, короче, быстрого реагирования забежала ко мне. Вот. Там человечка пришлось одного заблокировать. Тут начался какой-то движняк, кипиш, короче. Вот. Потом бригада прибежала, все ко мне прилипли. Вон даже в донатерах видно некоторых людей. Вот. Прилипли, песен послушали, бабок закинули. И куда-то исчезли, понимаешь? А может сидят и подслушивают. Не знаю. No. Ну, было весело, да, на самом деле. Я в шоке, аж я что-то пел, короче, и тут бабах, 2 доната за вслед, один за другим приходит. Перед этим еще там один пришел. Я растерялся, но спел песню, да, спел. А, кукушку я пел, да. Вот он, один из бригады ГБР. Бригада быстрого реагирования, да? Нет, группа быстрого реагирования по поднятию позитивного настроения, да? Олег, Андрей, спасибо, ребят. Я не знаю, кто вы, откуда вы, но все равно огромнейшее, просто преогромнейшее спасибо. Да, не часто таких встретишь. Забегают всякие, там начинают, спой Медузу. А, Медузу я могу спеть.
Да, Медузу. Я-то помню, кто-то зашел, говорит, на стрим. А что, ты можешь спеть Медузу? Я говорю, ты что, идиот? А потом оказалось, что я идиот. Ее можно спеть, она на 3 аккордах играется. Под гитару. Вот так вот. Ну, у многих она вызывает рвотный рефлекс, так что... Да. Ну так вот, Сереж. Сергей, здравствуй. Так что, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Да. Вы будете ко мне заходить. Днем песня, вечером такой вот стрим своеобразный. Ну куда нам до них? 15 сидели, сейчас 7. 15 сидели, что, обалдеть вообще, в шоке. Круто. Не, ну, Саш, ну смотри, ну я же не говорю всем от начала до конца у меня сидите, вообще никуда не двигайтесь. У всех же там кто-то, кому-то надоело, кто-то пошел там отдохнул, я не знаю. Правильно? Главное, что заходят люди, заходят. Самое главное, что заходят. Ну, вот. Это самое главное. А раз заходит, значит нравится. Вот. У всех дела и без этого. Да, да. Так. Чё? Так. Надо еще что-нибудь, надо еще спеть. Один я бездельник. Давайте Петлюру. Здесь же никто не прикол. Конечно, не прикол, Сереж, естественно. Как я могу людей к себе, так чтобы тут только сидели, я никогда так не скажу. Че, поем Петлюру? Темная вода песня называется. Сейчас узнаем мнение немногочисленных подписчиков, которые остались на моем канале на данный момент. Спасибо. А, ты забыла написать Бо. Что спасибо? Спасибо, она тебе пишет. Но что-то не получилось. 2, наверное, буквок нету на клавиатуре либо на телефоне. Вот, получилось спасибо. Бо, о, спасибо, да, точно. Че, поем? Так я тоже тут. О, Настенька тут тоже. Короче, ладно. Погнали. Темная вода, звезды золотые. Снова я стою на том же берегу. Разлюбил тогда глаза твои большие, а теперь никак забыть их не могу. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Для меня тебя дороже никому и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Не могу простить себе я эти слезы, то, что целовал тебя я не любя. Помнишь, как тогда ты, плача у березы, прошептала тихо: я
Да. Петлюра, это как, наверное, как руки вверх и как, наверное, Цой. Это на века, навсегда. Вот. Спасибо. Да не за что, господи, Наташ. Красавчик, Мишка. Сереж, спасибо, спасибо. Михаил, все песни... Михаил, я уже все песни с тобой повыкладывала. Настенька. Это, как говорится, время разбрасывать камни, время их собирать. Скоро я буду рассобирать камни и твои, наши с тобой у себя здесь выкладывать, да. Вот. И буду ссылочку на твой канал тоже давать, потому что, ну, блин, от тебя пришли люди ко мне, да. Ничего страшного, у нас хоть все выкладывают, я не знаю. Я вот сегодня спел с Юлей Савичевой, ну и больше не смог я спеть, потому что времени не было, было в обрез, вот, времени. Я там помылся, поел туда-сюда и уже начал стрим. Рановато, да, рановато, конечно, я начал стрим. Вот. Так что, Настя, ничего страшного, наоборот, все замечательно. 36, ничего себе, серьезно? Меня больше нет с тобой. Блин. И зрители 7. О, Рип! Здравствуй. Ладно, хорошо вам посидеть, я пошел. Давай, Сереж. Спасибо, что забегаешь. Надо еще пить. Ты что, 6 песен моих всех спела, что ли? У меня 6 пригласов там висит. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Михаил, где торт, салют и пиво? Так, торт. Торт съели. Салют. Чуть дом не подожгли. Пиво отобрали. Андрюх. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Ну, вон ребята старые, которые со мной. Наверное, как Андрей, да, тоже. Палец вверх автоматически, наверное. Поднял. Да. Здорово, Андрюха, как ты, братан? Все заходят старые. Лайк. Спасибо, Андрей, спасибо. Сереж, если бы с Зелки зашли бы, у меня бы сейчас Лиз был, Настя Демон была, Екатерина была, Герцева сегодня. Злая мандаринка была, вот Андрюшка забежал. Вот. Андрюшка, 1000 евро тебе в ушко. Что ты там? Дверь мне запили, да, помнишь? Да, помните все этот прикол? Дверь мне запили, мент! Вот. Ты что, дурак, что ли? Зачем мне тебе нужен? Да. Старое прикольное видео. А потом закинуть тебе донатом. Да ладно, Андрюх, как будут деньги? Это же добровольно, правильно? Я же не принуждаю никого. Вот друг Старк вот заходил. Господи, я его имя забыл. Вот. Там можешь спеть там за донат. Я говорю, да я просто пою. Вот. Я просто пою. Короче. А там уж вам решать. Понравится, если у вас есть какие-то финансы, пожалуйста. Я не отказываюсь от никакой финансовой помощи. Я потом закину тебе донатом подарок. Вот это что-то новое. Подарок, да? Да, хорошо поешь. Спасибо, Андрюха. Да, вот, кстати, вот они, ребята. Шальная бригада
быстрого реагирования по поднятию настроения. Да я вообще в шоке. Я не знал, что такая бригада существует. Да, спасибо. Поет супер. Финансы поет романсы. Да, Евгешки, кстати, привет, Андрюх, передай. Ну, вот. Я не знаю, Андрей, ты что там, когда насчет стримов? А, ты же там выступаешь. Да, не чита мне, конечно, я так, у меня уровень такой, господи, профессиональный, любительский. Потому что я днем работаю, вечером так. Короче, ты понял, ты знаешь. Мы тоже поем. Знаем, Андрюх, что ты поешь. Вот. И мы без стримов нормально. Ну да, в принципе, да. Это точно. На днях залью. Давай, конечно, заливай. То что, посмотрим, оценим. Что надо, поставим. Что надо, напишем. Залью шары и видос. Ты из салата, что ли? Мишань. Я это никогда не забыл. Мишань, ты что? Было дело, было, да. А этот Новый год я, как обычно, ничего не помню. Михаил Владимирович, ты что там? А чё я что-то в этом году, да, я в Зелке что-то там 1 января, что ли, июнющие песни пел. Или что, или нет. Короче, не важно. Пора баньки, рано вставать, всем бобра. Давай, Саш, чё? Спасибо, Санька, за подогрев. Да, ты понял, о каком я говорю. Ну, вот. И вообще, что сидишь у меня на канале, поддерживаешь меня. Вот. Спасибо, Саш. Пишешь комментарий там. Ну, ты понял, про что я тебе вообще говорю. Давай, отдыхай, иди, конечно. Сейчас что, наверное, немножко еще и все, закругляться пора. Что, 3,5 часа стрим. Конечно, если бы не работа, там, не знаю. Ну, вот сейчас вот через полчаса будет 11, а после 11 петь нельзя. Как бы. На новый комп от Андрея Казаха. Офигеть. Блин, Андрюха, нифига себе. Спасибо тебе огромное. Вот это ничего себе. Блин, а в эти моменты так вот, это самое, такой растерянный. Да, у меня будет компьютер, я не буду все эти стримы стирать. Вот. Я вот эти вот реакции на мои реакции на донаты я запишу там. Блин, как Андрюха тут еще, помнишь, Андрей, когда мне Мишанька, да, там задудонил вот эти вот глаза мои, это, да, это, ну, конечно, Саш, видишь, как говорится, мир не без добрых людей. Настроение мне подняли, ребята, еще и прилипли ко мне, вот, ну ты понял, вот. И еще он финансово поддерживает. Вообще обалдеть. Я в шоке. Классно, Мишаня. Ну, красавчики. Пока. Наташ, ты убегаешь, что ли? Настоящий день варенья. А то пипец. А, да, никого не... Да. Сереж, ты ушел, тут начались какие-то терки, короче. Я потом, короче, не вытерпел, начал блочить. Вот. Михаил, желаю тебе удачи, погнал дальше по делам. Делай стримы, буду заходить. Андрюх, спасибо тебе огромное, братиш.
Спасибо. Вот, ну просто от души, душевной души для душевной, от души, душой по душе, запоминайте, да. Вот. Спасибо, дружище. Забегайте. Вот. Просто заходите, ребят, заходите. Я вот рад каждому адекватному, хорошему человеку. Я всегда, я никогда не устану это повторять. Я каждому человеку рад. Если вы сидите у меня на стриме, значит вам это нравится, значит мне стоит продолжать. Пусть я там где-то неправильно пою, ну аппаратура у меня там, да, слабенькая. Но все равно, если вы сидите, значит вам это нравится. Спасибо, Андрюха. Вот, Старк, там, Чуканок, там, вашей бригаде, короче, огромное спасибо. Вот. Забегайте. Днем песня с одного приложения. Вечером вот стрим, короче. Спасибо. Так, короче, я пойду к дымну, обкурю это дело, прям, блин, офигеть. Вот. И я вернусь. Вам, естественно, сейчас что-нибудь включу. Все, уже язык заплетает. Мельница. А вот хор можно, да, хор офигенный. Я и 15 девчонок пели. Ну, прикольно получилось, да, многоголосие. 15 девчонок пели. Некоторые 2 раза, 1 раз с видео, 2 раз без видео. Ну, голосов там много достаточно. Сейчас вы увидите и услышите. Yeah.
Да, семья Тишиных. Здравствуйте вам. Что-то, наверное, человек ушел, наверное, уже. Блин. Может быть, я не знаю. Вот. Печально. Печально, если человек ушел. Что-то непривычно видеть просто экран без ваших сообщений. Как-то ну, уже прям, блин, не знаю. Привык уже, что чат бежит. Не, ну что, все бывает, да. Вот. Или у меня что-то тормозит. Может быть, не знаю. Королева ТВ. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте вам. Здравствуйте. Спасибо, что зашли. Спасибо огромное. Спасибо, что зашли. Да. Да, мой стрим уже идет почти 4 часа. Ну, видать, не пришло вовремя вам оповещение. Как дела? Ну, нормально, в принципе. Песенки поем потихонечку, ребятки мне подпевают. Да, вот. Да. Все помаленечку, все движется, да. Я хочу подпевать? Или что, петь? Королева ТВ, приветик. Да. Как вы это делаете? Поем? Как я пою? Или что? Я пою под гитару. Если что, вот у меня гитара. Или вы про те, которые я днем скидываю? Приложение есть. Вот если вы про это. Если вы про это, то значит вам надо зайти в сегодняшнее видео, которое я скинул днем. И там будет в описании к видео, а нет, в прикрепленном комментарии ссылка на Android на эту программу даже. Да. Вот, скачивайте, находите мой никнейм. Вон, как ребята тебе... Ну, это образно. Образно. Это же образно говорится. Ребята подпевают. Вот. Миша, я тут, Полли. Привет еще раз, привет. Вот. Наташенька, ты убегаешь. Спасибо, что была со мной сегодня. И вообще, спасибо, что каждый день со мной. Да. Спасибо огромное. А как вы совместки записываете? Сейчас, секунду. Макс Студиос. Здорово, дружище. Здорово. Спасибо, что зашел. Вот, это я говорю, значит, видео, вот это сегодняшнее днем, которое было, значит, там в прикрепленном комментарии, там ссылка на программу, ссылочка на программу, вот, и, значит, на Android только, вот. Ну, там разберетесь, караоке by Smule, там, может быть, у вас не Android, я не знаю, скачайте, найдете там мой ник, разберетесь. Поле, я знаю, что ты тоже заходишь ко мне каждый день. Ну, я знаю. Спасибо. Я вам всем говорю спасибо. Я очень люблю петь. Ну вот найдете мой там ник Сварной 1982. Там посмотрите дневное. Там в описании к видео написано мой ник. И вот ссылка в прикрепленном комментарии. Она там написана на Android программу. Найдете меня и все, там разберетесь, да. Присоединитесь к моим песням, у меня на данный момент там 6 приглашений, с видео споете. Я так понял, вам скрывать нечего, потому что у вас свой канал, вы снимаете видео, у вас видно, так что... То, что некоторые поют видео без... Некоторые поют песни без видео, вот. А которые поют с видео, если мне нравится, я спрашиваю разрешение, можно я скину на YouTube? И человек оказывается на YouTube. Вот. Собственно. А я надеюсь, я немножко подробно объяснил. Вы, надеюсь, что-нибудь поняли, да? Ну так. Я в той программе уже 3 года. Да. Так что, Поля, я знаю, что ты тоже каждый день. По идее, все заходят каждый день. Все. Кто-то пишет
Тут не пишет. А Андрюха еще не ушел. Я первый раз вчера такое увидел. Если вы очень любите петь... завтра я сыну скину, значит, видео днем. Я сегодня спел с Юлией Савичевой, да. Знаете такую, да? Все прекрасно. Вот. Программа, если вы любите петь, она вас затянет однозначно. Вот. Затянет. Есть такие люди, которые только из моих видео, например, как ты поешь, как это вообще? Я объясняю, там созваниваемся в WhatsApp, я объясняю человеку, как все это. Вот. Да. Ну поняли вы, да? Давайте познакомимся. Меня зовут Михаил. Я не люблю читать по нику. Я люблю читать, говорить по имени, как бы, уважение к человеку, каждому. Андрюх, ты не ушел еще. Правильно, сиди до конца, братан. Спасибо тебе огромное. Да. Меня зовут, ну понятно, Андрей, да. Андрей. Black Best. Black Best. Здравствуй. Спасибо, что зашел. Спасибо. А через нее нашла вас. Понятно. Так. Как королеву зовут? Давайте узнаем сейчас. Она напишет. У меня, походу, чат запаздывает. Я Вика. Виктория, победительница, да? Хорошее имя. Я Михаил. Меня зовут Михаил, мне 37 лет, Саратовская область, Дергачевский район, Российская Федерация, планета Земля, Солнечная система, галактика, Млечный Путь, третья планета от Солнца. Ну, такой дружественный чпок, ладно. Вот. Так что, Вик, зайди в сегодняшнее видео, которое было днем, там разберешься. В описании к видюшке, там мой ник, скопирую его, потом... Вот. Мне 36, мне 37, да. Харьков. Да, в Харьковской области есть Дергачи, я знаю, это точно. Вот, Дергачи. Я Дима, мне 16, живу в Ижевске, будем знакомы. Да, Диман, меня зовут Михаил. Я рад всем, ребят, всем адекватным я рад. Вот, заходите, сидите, слушайте, да. Вот. Пока репертуар у меня небольшой, потому что у меня слабый комп, слабый. Вот. Когда я заработаю на компьютер, да, будет репертуар, ну вот такой вот. Его не видно даже, да, вот такой будет, даже еще больше, потому что под минус можно спеть там практически любую песню. Михаил, у тебя каждый день стримы? Андрей, да, каждый вечер стримы. Я прихожу, Андрюх, с работы. Вот Артем, где Артем? Артем Мартынов. Мы с ним вместе работаем. Еще несколько человек подписаны на меня. Они тоже вместе работаем. Бригада наша. У вас своя бригада? А у нас своя бригада. Вот. Вот о чем это я. Заговорился. Вот. Ну, короче, каждый... Да, я работаю, но в любом состоянии я захожу вечером. Потому что мне это затянуло, Андрюх, ты не поверишь. Да, 1982 года я. Вот. У него каждый день. Да, вот Артем подсказывает. Вот. Я тоже. Я июньский, это получается, тебе еще 37 впереди, да? Вика. Хорошо, буду заходить. Да, Андрюха, там, приглашай друзей, там, я не откажусь. Видишь, каналчик маленький, народу мало, ну или ребята сидят. Я близнецы, Вик, близнецы. Вот. Есть дергачи, да, дергачи есть, потому что какой ПК ты собираешься покупать? Это больной вопрос, ребят. Вот как будет у меня на руках хотя бы полтос, тогда я уже как-то, не знаю, буду советоваться с вами, например, да. Но пока даже это не обсуждаем. Какой-нибудь простенький игровой. Вот. Я обожаю близнецов. Интересно.
Вот. И когда у нас была авария, газовая авария, дергачевцы нас поддерживали. Дергачевцы поддерживали дергачевцев, мы были удивлены. С Харьковской области нам писали дергачевцы, держитесь там туда-сюда. Вот. Но это было давно, да, не было всей вот этой, что сейчас творится, да, я не буду политику, не хочу даже. Вот. Все жили дружно и как-то вот так вот. Будем заходить. О, Олежек тоже тут, Олежек. Заходите, ребят. Я же говорю, ну вы же видите, я простой, как этот, как ситцевые трусы. Я рад, да. Не, ну конечно, любой, боже мой, офигеть, Катюша Фраткина. Катенька, никуда не уходи. Никуда вообще не уходи. Сейчас. Вот, кстати, вот эта Катя Фраткина, очень много видео на моем канале с ней. Да. Так что вот так вот, ребят. Спой, пожалуйста. Я только пришла. Катюш, я знаю, что ты только пришла. Ничего страшного. Катя, у всех же свои дела. Понимаешь? Да, ребята, заходите, да. Время есть. Споешь на свое усмотрение. Катя плюс 8. Ермак Сибиряк, Поле, привет, чат, всем привет. Ермак, здравствуй, дорогой, здравствуй. Спасибо, что забежал ко мне на стрим. Так, Катюш, как твои делишки? Я видел, ты там со мной попела песен. Спасибо тебе, Катюш, огромное. Просто огромнейшее спасибо. Да. Королева. Вика. Вот. Сегодня только человечек подписался. Да, Виктория зовут. Так, а что петь-то будем, Вик? Что у меня со временем? Блин, 10 минут осталось. Да ладно, хер с ним, придет, если сосед, то тогда. Скажу так, папка тянет. Да, вот, наверное, точно. Я не знаю, как же объяснить-то. Блин. Это к тебе кто-то подписался, к тебе, я так понял. Катюш. Дима вроде бы, да? Сыжевская. Дружище, вот это у меня ссылка на донат, она знаешь, у меня сколько стоит? Она стоит, наверное, я не знаю. Я когда еще стримил с телефона, буду откровенен с вами, что мне скрывать? Да, вот это примерно, наверное, с ноября. То бишь фактически, там не 21 тысяча, а намного меньше. Вот. Надо, да, наверное, надо ее не то что убирать, а просто обнулевывать. И мне кажется, проще заработать, потому что ребята вот поддерживают, но так по-серьезному, как у некоторых там стримеров, мне никогда никто не поддержит, потому что меня никто не знает. Поэтому вот сын уедет в воскресенье, да, я, наверное, обновлю, просто вывод поставлю, там эти 50 тысяч злополучные, и все. Буду уже действительно. Так что, вот видишь ты, вот это самое, написал, да, что на 21К. Да я же бестолковый, ты что, комплектующий, заказывать это, собирать самому. Да ты что, я ОБС-ку полмесяца настраивал. Ну, короче, вот так. Душевное. Так, все. Душевное. Мы поем сейчас душевное. Так, если басы убрать, вообще. Сейчас, подождите. Да, пойдет. Ну что, если сосед придет,
Скажу, я больше петь не буду. Так-то после 11 же нельзя петь, я к чему клоню. Вот, а так, Дим, по мне лучше купить. Если вы, ребят, соображаете, вы молодые. Мне 37 лет. Какой нахер я... Не соображаю, что как делать. Это, говоришь, собирать. Да ты что? Это пока не знаю. Так, ну чё? Так, а ты какой? В смысле, это ты какой? Мы его поругаем. Чё-то не понял, короче. Молодые все. Ну да, в принципе. Оболочка вот эта вот возрастная, да, это все фигня. Ну давайте, Вика, споем. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Хочу, чтоб знала ты про тебя лишь мои сны, как реально вижу, будто в жизни я. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Вик, давай, знаешь, что сделаем? Смотри, ты сейчас после стрима пойдешь ко мне вот в сегодняшнюю песенку, которая была днем, скачаешь этот смул, найдешь меня там, подпишешься на меня, напишешь, что это Вика с Королева ТВ, и я завтра, ладно, перед стримом спою «Карие глаза». Да, у меня там 6 песен, ты можешь 6 раз присоединиться к моим песням. Да, вот. Хорошо? А, кстати, я ж могу ее вот так вот спеть еще. Сосед мне сейчас точно прибьет. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить.
почувствовал все, да. У меня аппаратура не та, и чтобы нормально так вот играть уже в роковском стиле. Ты супер, круто. Спасибо, спасибо, Вик. Привет. Да, люди сидят новые, вон, смотри. Настроение мне подняли, ребята. Да ты чё, ду-ду-ду, время 11 часов, сейчас сосед придет. Он уже давно в нокауте. Так что Нокауте. Ну, тетя Катя, значит, сейчас придет и Нет, будет. Барта не любит твои песни. Любит. Ой, хоть до часу. Ага, до часу, потом придут. Если- Вот придут, знаете, да, испанский галстук, но гитара-то у меня какая? Она у меня электро. Блин, грязновато. Вот. И захотят сделать мне испанский галстук, но этого не получится. А знаете, что получится? Получится то, что мой рост уменьшится, так как от удара голова просто тупо провалится в трусы. Да. Я не хочу этого, не хочу. Если тогда спой- Сможешь песню «Демобилизация»? Это кто? Это мать моя, Вика, это мать моя, да. И «Демобилизация», Ермак. Так. Ой. Подожди, стой, а она была где-то у меня. Демобилизация. Тара-тара. Мамуля, привет, мама, тебе привет с Украины, от Всем Виктории. большой привет. Демобилизация. Я что, ее не списал, что ли? Я не... Ермак, дружище, ну блин, я ее походу не списал. Да спой Цоя, эта песня просто класс. Который пел. Группа крови на руках. Группа крови. Ермак, тебе подойдет такая песня? Или тебе Хорошая, очень. именно надо демобилизацию? Сейчас узнаем. Потому что некоторые заходят, люди вот именно с одной песней. Сможешь? Я говорю, блин, нет, я ее знаю, но у меня там, например, компьютер, ну, короче, опять вот все по новой. До свидания, все, люди уходят. Я не знаю, почему так, но... Не, демобилизацию я, походу, не списал, к сожалению, блин. По-моему, у тебя есть. Я не знаю, у меня 2 тетрадки с этими песнями. Спой пока Цоя там, само собой. Ну, сейчас человек меня попросил демобилизацию, я говорю, я ее не знаю. Пойдет ли любить до слез? Господи, любить до слез. Что-то я не понял, Вик. Любить кого любить? Не любить некого. Я одинокий. Ну, было все прошло. Это долгая история, она очень за душу прям печально. Для меня это, короче, больно вспоминать это все. Где Ермак? Ну, скорее всего, тоже. Наверное. С одной песни пришел и Есть очень грубое выражение. Хочешь скажу? уезжает в родные края. Да я знаю, знаю, дружище, я знаю эту песню, ну, блин. Там что ее петь, там 3 аккорда, ну, 5 аккордов. Мих, завтра спеши, я тоже послухал. Вот что значит, сука, компьютера нет? А вот сейчас бы открыл бы вкладку нормального компьютера нет. Открыл бы сейчас и все. Все когда счет начинали, ничего здесь. Ну, уже, знаешь, подбешивает это, честно. Демобили. Макс Барских «Любить до слез». Нет, Вик, я не знаю такой песни. Ну что, сибиряк? Мама мировая. Да мы с ней песни поем, если что, так вот, Вика. Мама современная, да? Да. Поддерживает. Она меня поддерживает, да. У меня в данное время, у меня нет друзей, ребят. Ну, настоящих. У меня единственный друг настоящий, это моя мать. У меня есть хорошие, очень хорошие люди, знакомые. Вот, например, как Артем, который, вот он, Артем Марк. Мы с ним работаем вместе, да. Хороший очень человек, нормальный такой, прям пацан от души. Вот. Почти друг. Но друзья, настоящие друзья, их на самом деле очень мало. Очень мало настоящих друзей. Не зря говорится, друзья познаются в чем? Правильно, в беде. Вот.
Так, спой какую сможешь. Ну давай тогда что, я тебе спрашиваю. О, мать даже говорит, Цоя. Я тебе говорю, Цоя, пойдет тебе, Ермак, дружище? Пойдет, нет? Какую сможешь? Короче, ладно, поем Цоя, погнали. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, твой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Еще раз. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Мать подпевает, рядом стоит, подпевает. Да. Ой, офигеть, 5-й час пошел стрим, серьезно, обалдеть. Ностальгия по тем временам, срочка и... Блин, исчезло сообщение. А я не служил в армии. Так получилось. Короче, худой, короче, и на почке какую-то хрень нашли. Вот так вот. Ну, я, ребят, рад, что вам понравилось. Да, вообще, что вам понравилось. Все. Так что, Вика. Да. Давай, после стрима заходишь в видео, которое скинул сегодня днем. Или просто, если у тебя Android, да, ты же, у тебя видео там было, ты когда телефон новый купил, когда украли у тебя телефон, печально, конечно. Вот. Тём, я знаю, что ты служил, я знаю. Вот. Если Android, просто набери, я не знаю. Ну вот, видео найди, зайдешь там любое. Вот. И это, там, смуил. Ты там, даже в описании к любому видео, там, создано с помощью этого приложения, с помощью смуил. Вот. Просто наберешь в этом, как его. Чё же я туплю-то, в Play Market наберешь смуил. Все. Спой что-нибудь потом нежное.
Время 12 час. Артем где служил? Что же он нежно спит? Я сейчас спою вам песню, она очень грустная. Она короткая, но очень грустная. Но ее надо слушать в оригинале. Да. Короче, ребятки, я так понял, вы со мной будете до конца, пойду я подымлю. Да, вот. Мы еще немножко посидим. Да, и, потому что завтра на работу. Сможешь под окном черемух колышется. Ермак, дружище, мне кажется, я ее знаю. Ну, я ее спеть не смогу, извини уж. Вот. Надеюсь на понимание, да. А я пока вам что-нибудь поставлю, да. Вот, Вика, сейчас смотри, начало там будет песни, и там, значит, будет мой никнейм, с кем я пою. Вот это сварной 1982, запомни. И сама программа смою, вот. Тем, если не сложно, знаешь, что здесь? А, нет, ссылки тут блокируются вроде, я не помню. Напиши вот этот смойл, как он по-английски пишется. Просто караоке по-русски, а смойл по-английски. Если не трудно, в чате прям напиши. Так. Коня пели, значит, ну. Что же вам? Бандитский Петербург. Да, хорошая песня со смыслом. Послушайте сейчас. Ты думаешь, я сама разберусь? Разберешься. Да разберешься, что? Господи, тебе лет как и мне. Я ж разобрался. Ты, главное, на меня подпиши. Или как же сделать-то? Номер, что ли, свой оставь. Я тебе по WhatsApp позвоню. Блин. Короче, я сейчас пойду курну, дальше подумаю. Заметил, что у тебя нет ни одного диза? Были. Вот это удивительно, кстати, что ни одного диза. Что-то куда-то они пропали. Вообще какая-то чудотворная бригада, я не знаю, ребят. Сейчас я пойду дымну и короче, поговорим.
Ребята, если кто-то не понял, вот я пою, да, парень, это я. Да, вот там, да, и тут какой-то вид совсем другой. Ну, как бы тут после работы домашняя обстановка. Ермак, дружище, спасибо за дружбу, потому что нельзя говорить, как на самом деле это звучит, потому что YouTube отписывает подписавшихся почему-то. Я не понимаю, что там они творят вообще. Минуты просмотра у меня там каждый день по 1000 с лишним срезают просто. Не знаю. Вот. Ну, мне еще далеко до там, пресловутой монетизации, до 240 тысяч минут. Очень далеко, я даже об этом не задумываюсь. Спасибо. Вик, как ты подпис... И это, Артем, смуил по-английски, по-английски. Михаил, а кем ты работаешь? Сварщик я, Андрюш. Андрюх, сварщик я, вот. Электрогазосварщик, вот. Варим там всякие изделия. Ну смотри, мне 37 лет сейчас, я тихо, с 19 лет я сварным работаю. Я люблю эту профессию. Вот, люблю. Ну вот, да, тяжелая профессия, но она мне по душе. Тяжелая работа. Ну да, в принципе. У меня же вот все, ну тут не видно будет, все руки в ожогах, все ноги там, блин. Ну, не знаю, я люблю свою профессию. Еще бы нормально платили, вообще бы я был, ну еще бы девушку, я вообще бы счастливым самым человеком на земле был. Но это ладно, это уже совсем другая тема. Ну, вот. А что, Вика ушла, что ли, я не понял? Виктория? Просто я сейчас буду объяснять, она... А ее нет, просто в пустоту тут все уйдет. Так что, ну, люблю я свою профессию, Андрю. Не знаю. Вот. Ну, не совсем тяжелый, не так уж сказать, что прям, знаешь, как, например, грузчики или там металлолитейники. Ну, есть, конечно, свои заморочки, блин. Да. Но все равно, да, все равно, конечно. Любая, Андрюх, сам знаешь, наверное, да, любая профессия, она по-своему тяжела. Любая. Вот, даже тот же, знаешь, не в офисе. Да, не в офисе. А я не смог бы никогда сидеть в офисе там где-то. Геморрой себе зарабатывать. Это не мое. Я, знаешь, так вот, блин, из разряда деревенских работяг. Вот. Так же вот, как и Артем, с которым мы, собственно, вместе работаем. Вот. Он тоже, блин, узоры придумывает там, квадрат крутит, красит все это дело. Мне помогает. Вот. А я что, я держак держу, варю там. Вот я все слышу. Вик, ты говоришь, а как ты? Главное позитив. Ну, позитив-то от меня не отнимать, конечно, да. Это, ну, Артем понимает, о чем я говорю. Ну, вы, наверное, поняли, да, что я веселый очень человек. Вот. Вик, в Смуле как меня найти? Сварной 1982, по-английски. Я, блин, я не могу сейчас написать, потому что я сейчас через ОБС стримлю. Я не на своей странице на YouTube. Если я сейчас зайду на свою страницу на YouTube, у меня все зависнет. У меня слабый компьютер. Вот. Андрюх, говоришь, в офисе кто работает? У меня спина сорванная, вот если честно. Я долго физически не могу работать. У меня начинает спина там болеть, короче. А если обострение, я там 2-3 дня просто трупом лежу и все. Вот. Телефон стоит на зарядке. У кого? У тебя? Ну, короче, вот так вот, Вик. В плеймаркете набери караоке. И там будет микрофончик такой. В фиолетовом фоне, что ли, или что. Вот. Скачаешь это приложение. Зайдешь. Там наверху, там, ну, познакомишься. Наверху будет справа
ну, значок лупы, ну, где в любом там поисковике лупа, да, там наберешь мой ник, Сварной 1982. Тёма, если ты помнишь, вот, красавчик, спасибо, Тём, спасибо, дружище. Наберешь и все, и Вайбер есть, не у меня WhatsApp только, WhatsApp. Артем, спасибо. Да, Тём, спасибо. В этом вся беда, что не платит ни хера. Да, Андрюх, я согласен с тобой. Ну, относительно, знаешь, некоторых мы получаем, ну, косарь у меня в день выстреливает. Вот. Бывает больше, бывает меньше. А сейчас еще и погода, ой, жарище это невозможно. Зимой холодно, летом духота. У нас климат еще такой. У нас степи одни. С Казахстана как даванет там зимой минус 30. Вот. А вот сегодня у нас было днем 37, 38, короче. Представь. Ужас. Это еще ладно. Раньше я трубы резал. Ну, металл резал. Вот эта вся погода моя. Это вообще не передать. Так что вот так вот. Тяжелая работа, да, согласен. Работа тяжелая. Ну а что, куда деваться? Переучиться поздно. Да я не хочу ни на кого больше переучиваться. Вот. Можно было бы там, если бы здесь бы я был популярным, конечно бы я бросил работу и пел бы. Естественно. Но никто не знает. Поэтому так. А ты откуда? Я с Саратовской области. Саратовская область, Дергачи. Короче, вот как-то так. Так, все, петь не будем уже, потому что все, время 12 час. Я тоже стримы веду. О, как. Круто, надо будет заскочить к тебе, да. $4:20, короче. Ну что, давайте еще 10 минут посидим, ребятки. Да и все, и хватит, потому что мне завтра на работу. Гитарку я сейчас... А вообще-то я просто комбик выключу и все. Не буду ее убирать. Мишка буквально на 5 минут. Сережка, буквально 10 минут осталось, и все. И спать не хочу. Знаешь, вот я люблю спать, но пока не с кем. Вот. Еще я люблю спать на голом полу. Не знаю, как ты. Я люблю спать на голом полу. Особенно, когда пол противоположный. Прям замечательно. Ух ты. Что это? Тоже любишь? Ну, красавчик. Ага. Ясно. Тоже люблю на голом. Ну да, что ж, это нормально, что. Это естественно. Ну да. Голый пол только надо найти, Сереж. Ну ты говорил, у тебя там все нормально с этим делом. Голые полы ходят там. А я вот такой вот. Работа, дом, работа. Кто этого не любит? Ну не знаю. Ну есть же вот, например, вегетарианцы, они не любят мясо, прикинь. Как так, да? Да пока нормально, Мишка, раз в месяц. Угу. Дай бог, что. Так что вот так, ребят. Так что, Вика, ты разберешься. Вот. Если у тебя нет WhatsApp, ну блин, я не знаю, как с тобой связаться, если есть WhatsApp. Напиши в сегодняшнем видео, не сейчас вот этот стрим, который закончится,
Вот. А в сегодняшнем дневном видео напиши свой номер телефона. Я его забью себе в адресную книгу и сотру этот комментарий, чтобы, ну, всякие там, не знаю. Ну, смотри сама, короче, вот. Если есть WhatsApp. Потому что я ничего не буду скачивать, у меня телефон слабый. Забивать в память не буду телефон. Так что, я думаю, найдешь. Ну, разберешься ты в этой программе, разберешься. Там плюшек много, да. Там звезды сидят. Тут Юлия Савичева. Она недавно пришла. Ну, вот. Завтра будет видюшка с ней, как я с ней спел. Оцените, ребята. Не знаю, понравится, не понравится. Днем я ее выложу. А зачем можно и в ВК найти человека? Ты гений серый. Вика, ты есть в ВК? Вика, ты есть в ВК? У меня же ссылки есть. У меня, короче, ребят, вот шапка канала. Я там не вижу. Где там? Ты уже скачала, что ли, приложение или что? У меня на шапке канала, если кто сидит с компьютера, прям на шапке канала с правой стороны будет 3 ссылочки. ВКонтакте, Одноклассники, ссылка на этот профиль, вот, где я пою, собственно, да. Вот. Если нет, то заходите на мой канал в раздел о канале, и там будет эти 3 ссылки. ВКонтакте, Одноклассники. Вик, где ты не видишь? Я там не вижу. Где? О, новые люди, королева доброго времени суток. Она уже старая, она уже все. Свой человек. Не вижу. Она написала не ви. Я там не вешу. Все, я понял. Все, я понял. Блин, я не знаю. В Вайбере меня нет. Нет у меня в Вайбере. Незачем скачивать его. У меня есть WhatsApp. Нет, да вполне достаточно. Не вижу. Я понял, что я не понял. Скачай. Да не хочу я, Вик, у меня слабый. У меня слабый телефон. Да. Да ладно, я на стрим упал в такое время. Привет всем. Эдни, здравствуй, дорогой мой друг. Здравствуй. Здравствуй. Да все уже, осталось 6 минут. 4,5 часа почти я стримил. Я просто, знаешь, Эдни, дружище, я просто, вот, да, вот улыбаюсь там туда-сюда, но я устал, серьезно. Ну, если бы не завтра не работа, можно было бы еще сидеть, просто поговорить. Не, ну, в принципе, некоторые просто этим и занимаются, сидят, разговаривают. У меня рекорд 3.40, у меня, значит, рекорд 5.26. Что это? Я могу хоть сколько стримить. Ну как? Ух ты. Угу. Сереж, одно дело стримить, знаешь, вот, когда будет у меня все равно там кресло, я раскинусь в этом кресле, такое, да, специальное стримерское. У меня будет гитарка или что там. Че, ребят, вам спеть под минус? Сейчас мы наберем. Какую песню? Минус. Сидишь, просто голосом поешь. А когда под гитару поешь, и опять же пение, это же все равно. Так что можно так. А просто сидеть, знаешь, вот, болтать. Например, завтра выходной, послезавтра выходной.
часов в 5 вечера начал. И сиди, всю ночь сиди, болтай, болтай. Чё так не стрим? У меня специфика стрима другая. Ну как? Там кипиш. Какой кипиш? Где кипиш? Чат летит. Пиар. Точно же. Это ты можешь пиарнуть мой канал, Вика, да? Ёкарный бабай. Все, короче. А чё почем? Даром? Серьезно? Интересно. Чат летит. Ну, у меня сегодня немножко он так летанул, и все, и потихонечку стал, как обычно. Потому что я вот когда поешь, отвлекаюсь вообще. Я думаю, я читаю же чат. Все в порядке очень. Я понял. Ну что, надо будет к тебе забежать. Вдруг новые люди подтянутся, там, я не знаю. Вот как ребята, бригада ГБР. Группа быстрого реагирования по поднятию настроения. Блин, я выучил это прям наизусть. Побольше таких людей. И не только из-за того, что они мне денег кинули. Нет, просто хорошие люди и все. У меня 10 модеров. Ну как. Ну тут видишь, да, вот у меня такого не... Ну, у меня все спокойно, ребята сидят. Я могу, конечно, всем дать вот модерат. И чё толку тут? Кого тут банить? Не, ну когда сегодня было, да, вот этот кипиш небольшой, пришлось мне сына брать телефон и блокировать. Вот. Бывает такое, что и нет никого. Алевтиночка, боже мой. Прям ты как раз вовремя, Аль. 2 минутки осталось. Ой. Да ничего страшного, последний стрим, что ли? Конечно же нет, завтра же будет и опять стрим. Ну. Так что, Вик, у меня рейд был 300 человек как-то на стриме. Ой, не трави мне душу, пожалуйста. Вика, не трави мне 300, если бы у меня было человек на стриме. Ну чё тогда у тебя, когда стрим-то? Я зайду. Вдруг там кто-то подтянется ко мне. Это был рейд. Да понял, что это был рейд. Ну. Короче, ладно, у меня оповещение высветится. Да, что ты начала стрим. Стрим, блин, днем это, да, это плохо. Днем я на работе. Только в воскресенье. В это воскресенье вообще я сына повезу. Ладно, ничего страшного. Как-нибудь там, не знаю. Ну а так, конечно же, ты же не сможешь там во время прямого эфира, когда у меня не будет стрима, сказать, ребята, вы можете там зайти, короче, к одному человеку, там подписаться на его канал. Конечно, так будет не это самое, да, несерьезно. Ну ладно. Короче, ладно. Ну чё, все, если что, пиши. В смысле писать? Куда?
Нет, днем я однозначно на работе. Не, коммент. Ага. Хорошо. Доброй ночи, стример. Все, ребята. Ты же вайбер качать не хочешь. Ну зачем он мне нужен? Ну, блин. Че я замолчал, короче? Ладно, все, ребята, всем пока. Спасибо, что были со мной в этот знаменательный день для канала, для меня. Вот. Огромное всем спасибо. Олежек. Вы еще тут. А, это вы просто теперь слушаете, да, короче? Вот. Спасибо за песню. Спасибо, ребят, что поддерживаете меня. Сидите на моих стримах, да. Вот. Вика, смотри, что мы сделали. Ладно, короче. Ну, девушки же, они умеют уболтать. Сейчас зайдешь в сегодняшнее дневное видео, напишешь просто свой номер телефона. Да. Я скачаю Viber. Мы с тобой поговорим. Только не сегодня. Я сейчас просто поем и спать. Все. Ладно, ребята. Всем спасибо. Огромное. Да. Завтра днем, как обычно, завтра будет интересная песня с Юлией Савичевой. Не пропустите этот момент. Ну, оцените там, как что. Песня от души. Спасибо, Олежек. Спасибо за оценочку, да. Мне очень важно ваше мнение. Адекватных людей. Не таких там каких-то беспонтовых хейтеров, которым что не пой и как не пой. Херня в натуре. Вот. Это будет